Всем привет, начинаем стрим. Итак, на чем тут мы остановились? Скиллы мы создавали, в общем, некоторые мысли появились. Сейчас будем чинить вот эти баги, которые там были с HP Max, потом с тем, что смерти там надо, чтобы все остановилось, в общем, и прочее. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с перемещения вот этих вот. С этих вот перемещений. Что у нас вероятнее всего будет происходить? Правильно, вероятнее всего мы будем манну первым делом спрашивать, а вот конкретно ХП мы менее вероятнее всего будем спрашивать. Потом мы стамину вероятнее всего будем тратить за скиллы, и потом у нас будет только лишь ХП. Поэтому вот по логике перемещения, оптимизация, все дела. Все, давайте вот так вот пафосно. Оптимизation или оптимизation. Ну, будет оптимизation. Не помню, как пишется оптимизation, по-моему. Ну, в общем, English моя сильная страна. Итак, это мы сделали. Теперь нам надо... Теперь нам надо еще одну вещь сделать. До того, как мы перейдем к исправлению этих багов. Я бы хотел несколько добавить инструментов очень интересных и прочее. Вероятнее всего, нам придется очень часто получать кое-какую информацию. К примеру, у нас есть вот здесь... мы тут получаем информацию о кулдаунах. То есть, есть ли у нас кулдаун или нет у нас кулдауна. И таким образом мы достаем из него инфу. Инфу из него достаем. Да. Get cooldown gameplay эффект вызываем, после чего вызываем вот этот get granted tags, хотя не то чтобы много здесь, но можно написать одним методом, это get cooldown granted tags, сразу get cooldown granted tags, и он вернет всю эту пачку. И мы это проделаем внутри там. Нам не надо будет... ну, здесь меньше записи будет происходить. Соответственно, в будущем мы просто-напросто у нашего бейс-скилла, у всех просто берем, вызываем его и получаем доступ без вот этой огромной записи. Ну, это такое вот упрощение происходит. И сразу там можно будет и first получить, и не first. Можно сразу first, кстати, возвращать. Хотя тут по ссылке возвращается. Тут, в принципе, это не проблема. Просто взять и вернуть тоже его по ссылке. В общем, написать метод get cooldown granted tags. Get cooldown granted tags. Вот так вот делаем. Get cooldown. Идем сюда. Так, пока void, потому что я там контейнер, по-моему, да, возвращается. Granted tags. Tags, да, const, в принципе, const. И что еще раз ты возвращаешь там? F-gameplay тоже по const. Тоже заберем его const. Хорошо. Так, есть. Идем сюда. Сюда вставляем. И идем его реализовывать. Только чуть поменьше. Чуть ниже его, да, будем делать вот так. Вот так.
Что нам надо? Что нам надо? Что нам надо? Нам надо повторить вот эту вот всю пачку. То есть он должен спросить его вот этого вот. Блин, он по ссылке его будет возвращать, да? Вот это вот большая проблема. Очень большая проблема на самом-то деле. Что если кулдаун эффект у нас немножко не тот, поэтому, наверное, Grand Tag First мы вот так сделаем все-таки. Мы немножко схитрим, перемудрим. Tag First. First F Gameplay Tag просто и без ссылки. Это не имеет смысла. Вот так вот сделаем. F Gameplay Tag. Обычный. Так, он вжух. Давай раздупляйся. И... Что, он раздуплиться не может, что ли? Есть же название точно. Менял еще и... Так. Ага. Хорошо. Так, теперь идем обратно и тырим вот эту часть. Ctrl-C. И сюда мы делаем Ctrl-V. Ctrl-V. Base-skill. Он не знает, что такое base-skill. Ему не нужен такой base-skill. Он сам из себя это получает. И он делает просто return здесь. Get cooldown gameplay effect. А здесь он как его, понятно. Get default и через этот. Но мы делаем просто тогда return. Return вот эту вот часть. Нет. Тогда return в gameplay tag. Все. Есть контакт. И тем самым вот эту вот пачку мы можем убрать. Он, правда, пустышку передаст. Вот тут есть проблемка. Потому что он пустышку передаст. И он попытается, наверное, зарегистрироваться на пустышку. А пустышки не будет. Вот что в этот момент будет происходить. Давайте узнаем. Давайте это узнаем. Давайте узнаем, что будет происходить. Так, пустой тег. Если кулдаун будет пустым, произойдет следующий. Технический вызов не крашнется. Делегат зарегистрируется, но подпишется на событие пустого тега none. Это означает, что триггер кулдаун будут вызываться при каждом изменении любого тега на, потому что none является родителем всех этих тегов. Как защититься? Cooldown tag is valid. Тег оказывается пустым, бла-бла-бла. Без тег для кулдауна лучше использовать напрямую из ее get cooldown tags. Уже после того, как способный активировать primary instance гарантированно существует init. Давайте его снаружи как параметр. Это снижает вероятность получить невалидный тег. Но у нас невалидный тег через этот. Давай спросим. Так. Все, Сэмкин пошел. Это надолго.
Это проблема. Ну, тут нет этой проблемы. Конечно, было бы самый простой, просто сюда его вставить и все. Так, наим как надо, поэтому изволит вернет фолс, случайно отловить. То же самое для всех активных пустых вариантов. Так, empty, так, изволит false. То есть он отловит его. Соответственно, мы делаем следующее. Мы вот это вот убираем. Вот это вот мы убираем. Вот здесь вот мы вызываем наш метод getCooldownGrantedTagFirst. Таким вот образом. Оп. Из бейскилла. Блин, а я его куда засунул? GetCooldown. Да, все правильно. Подожди, только что же было, или это этот мне подсказывал? Вот. И здесь мы должны его отловить. То есть вот эта фишка выполнится if.isValid. Тогда выполнится вот эта часть. Вот таким вот замечательным образом у нас здесь все происходит. Чуть меньше всякого добра. Ну, по факту больше проверок будет. По факту это все тяжелее, но нам проще, нам чуть проще. Правда, потом еще и таги надо спрашивать. Не, мне что-то не нравится это все. Проблема с тагом, ибо если он пустой, тогда нам надо делать проверку. То есть нам в любом случае надо ее проверять. А там, если мы получили, то... А если там таг мы не указали? А если мы там таг не указали, то в идеале нам тоже надо делать проверку. В любом случае. В любом случае нам надо делать проверку. Парам-пам-пам. Поэтому это остается. Плюс в том, что запись короче, нам не надо будет постоянно там записывать это. Ладно, принимается. Хорошо. Все это сохранить. Все это F7. Также по поводу скилл-слота. Во всех этих вариантах мне нужно всегда save game получать из game инстанса. В идеале бы просто написать метод, который будет возвращать, чтобы нам не получать вот этот доступ. И все. И там метод сам будет обращаться в save game из game инстанса. И мы будем получать информацию. Сразу доставать, потому что нам во многих местах это понадобится делать. Хотя, с другой стороны, все методы дублировать. Не, все методы дублировать я не хочу. Мне не нравится так. Мне такая история не нравится. Хорошо. Get skill slot. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Skill get cooldown target granted tag first. Также у нас есть еще один момент. Это там, где мы в тултипе играемся. Где мы только что были. Вот skill box. Страх вот этот заполняли. Вот здесь это он возвращает его. Угу. Это он у себя его возвращает. Здесь все окей. Получил кост и перебирает их всех. Тут, да, тут без вариантов. Тут как бы...
можно, конечно, да, все это тоже засунуть в методы, всякие там в тимапы какие-нибудь, чтобы они там что-то возвращали, записать их туда, но это все заполнять, то есть по факту текста будет больше, тут будет красиво выглядеть, а там, в принципе, то же самое будет происходить, и пока их тут 3, на производительности это не особо скажется, вот когда их там штук 5-7 станет, вот тогда вот 5, 7, 10, 20, вот тогда это уже совсем другая история. Хорошо. Опти 2. Опти 2. Все. Заоптимизировали второй. Так. Хорошо, погнали. По поводу DES посмотрим. У нас DES был. Вот он, Player DES. Срабатывает он, Player DES. Здесь нам надо по факту отключить ему анимации всякие. То есть нет анимаций, нету нанесения урона и прочего. Он Player DES. Player DES. У нас есть какой-то так, Infinity Attack. У нас, в принципе, ничего такого нету. Где наш атрибут сета? Это наш атрибут сет. Но это этот мастер. On DES у нас есть. Вот он on DES. И он срабатывает у нас где? Когда health становится current меньше. Вот тогда вот он и срабатывает. Вот он, bPlayerDead. Equal true в атрибут сете bPlayerDead. Так, ну health атрибуты, да, он ничего не меняет, новый не поступит. Флаг повесили, он PlayerDead. Нам надо все-таки у характера просто-напросто обратиться к этому, к его мешу, там достать инстанс, anime instance, get mesh, get anim instance, stop all montages. Вот это 0.25 советовал, 0.25. Наверное, мы вначале его остановим, а потом у нас триггер on PlayerDead, может быть, повесим на вот этот on PlayerDead какой-нибудь, ну, свою анимацию, там другую. И это по факту должно облегчить все. Ну, вообще, по-хорошему, вот здесь мы должны еще дополнительно проверять PlayerDead или не PlayerDead. И чтобы он его не воспроизводил. Потому что он это будет спамить. После PlayerDead. Давайте создадим bPlayerDead. bPlayerDead equal true.
Equal true. Такой флаг. Или вот это. Угу. Угу. Это на 1, 2, 3, 4. По поводу use left mouse button. Все без attacking. Be player death, да. Infinity attack без attacking. Вот здесь вот player death. Use run mouse button. Implementation, да, вот он поехал. Route mouse button, dash implementation. Тоже надо бы его сделать. Только без иншуранса. If be player death. Return. На самом деле у всех обилки есть. Мы это можем в обилках там ввести, но это надо будет так назначить, я так понимаю, Ability System компоненте. Add tag, я не знаю. Lose, чё? Ага. Опять делать через эти. Через геймплей эффекты. Геймплей эффект Деса, который даст таги. Который даст таги. Тогда у нас за счет того, что мы используем эти обилки, они не будут их юзать. То есть нам не надо будет этот бул вводить. Но если мы в какой-то обилке забудем ввести этот так, то как бы привет. Хотя если с учетом того, что наши обилки через плюсы от нашего этого, мы можем сразу дать ему этот так. Так, des. И назначить самостоятельно. Вот же у нас есть обилки. И вот здесь вот, точнее, ну тут надо не в обилке смотреть. Тут надо смотреть в геймплей эффекты. У нас же есть вот эти вот геймплей эффекты, и в компонентах тут у нас есть вот эта вот фигня. Grant tags to target. И вот добавить таг, и там будет state, состояние, bats des, и до свидания, все. И все. Но это по GS логике вот так должно быть. То есть он должен взять и применить этот геймплей эффект Деса. Геймплей эффект Деса должен применить. По факту. Блин, это же геймплей эффект. У нас нет своего геймплей эффекта. Это нам было создать свой геймплей эффект. Отнаследованный и у всех. А тут есть блокирование? Block ability. Cancel abilities with tags. Вот он может здесь отменять, блокировать abilities with tag. И прочим. Remove other effect есть. Ух ты ее. Бац, удаляет другой эффект. То есть тут дофига всякого интересного и не очень. UI data text only, что?
каким-то образом тут засандалить. Так, this effect has handle blocking the abilities based on gameplay type for the target actor on the owner gameplay effect. То есть, если мы вот так вот сделаем и добавим сюда какую-нибудь фишку, то когда мы накинем вот этот эффект, то он будет блокировать все эти, как раз то, что нам надо. То есть вот у нас слэм, и у нас стоит блок ability свистаг. Мы добавим state и этот, и все тогда будет у нас работать. И нам не надо be player death. Вот. Такая вот история. Это, наверное, более правильная штука. И как раз таки в ability мы уже можем сюда в блок abilities добавить то, что нам надо. Сразу. Так мы и сделаем. Так, отсюда мы его удаляем. Все по логике этого делаем. Yes. Так, это удаляем. Сейчас это тоже удаляем. Это удаляем. Это тоже удаляем. Ну, вообще все удаляем. Вот это удаляем и... Так, давай, собираешься? Угу. Скорее всего, там еще один. Так, PlayerDes есть. Ой, подожди, это рудимент оставшийся, фиг знает еще откуда, это нам не надо. А вот чисто теоретически, если мы сделаем класс под это все дело, что будет? А вот это, кстати, мы уже не используем, по-моему. Ага, не используем. А колешь, а мы это используем, если мы это не должны использовать. Же должен с этого его тянуть. Тоже сейчас надо этим заняться. This gameplay эффект. Давай. Что такое сделаем? Ну, как бы, если бы я делал что-то что-то придумывал, так... Просто отправить, чтобы я понимал, что я там поменял, что не поменял. Так, класс абстрактный хочу создать. Чисто ради
Death Gameplay Effect. Сейчас попробуем. Чтобы он не мешался, и, может быть, такую пачку абстрактных классов создавать, чтобы было удобно. Эффект. Death Gameplay Effect. Public. Привет, привет! Привет. Вот они, Mobilities, актора. Потому что мы их не создавали. Давай папку, Gameplay Effect. Так ты разбанил УАРБ. Нет. Я не умею. Так. УАРБ. Gameplay Effect. Я не умею. Что ты пристаешь? Даже полосочки не будем делать, а с... Я еще так Абстракт. бомбил из-за игры. Что это такое? У меня так лагает. Да, рак это. А чё у тебя лагает? Он с большой буквы пишется. С большой буквы, наверное, пишется. Блин, что ты мне тут понаписывал? Все, я сдаюсь. Как мы абстрактные классы здесь создаем? Телефон нормальный, но почему-то лагает. Ну это беда, может стрим лагает. Куда я? Может у меня провайдер шалит, сейчас вообще все вырубится. За 7500 гривен купил. Я не знаю сколько это. Доллары, баксы, в баксах, все в баксах. Actor Components мне нужен. Стрим не лагает, игры лагают. Игры лагают, но это беда. Что поделаешь? Components, давай мне покажи его. Could not be your actor component. Вот, да. Develop, print type, abstract. Ну да, мы просто пишем abstract и все. View class. А это кто? Это view class. Abstract. Blueprint type default to instanced. Abstract method component config engine. Mini API. Давай вот это вот сделаем. Без запятой. 7. Короче, у меня друг Илюша Картавый, я придумал про него шутку. Не надо. Так, вот теперь ему все нравится. Хорошо, мы эту фишку создали. Сейчас F7, F5. И сейчас попробуем от него отнаследовать именно этого. И затем, чтобы с классами мы не ошиблись. Ну, короче, в общем, класс чисто для... Жена, милой тебе кудочку или картошку? Тяжело. Подожди. Не дописал.
Уже не надо, уже все понятно. Блин, наверное, геймплей эффекта лучше все-таки его поместить. Эффект вот сюда вот. Des. Здесь делаем Des Gameplay эффект. И вот он и есть. BP. Des. Жена, милый тебе кугочку или как-то шумуш, мне все говно. Des эффект. Вот так вот будем. Без геймплей. Просто Des эффект. BP эффект. Des эффект. Все. Ну, лучше тогда разделить его как-то. И вообще все-таки убрать сюда. VP эффект Des. И вот мы его открываем. То же самое у нас получается. Гидра. Infinite. Период. Instant. Components. Granted tag to target actor. То есть он добавляет его. Добавляет новый таг, который мы еще не создали. Погнали, создадим таг. И заодно мы вот этот класс Des Gameplay Effect, мы его добавим сюда. Вот таким вот образом. И Про что игра? это про бесконечные фармы совершенствования персонажа. Что-то между будет Vampire Survival и Diablo. Diablo здорового человека только. Des Gameplay эффект. Вот он есть. И когда у нас срабатывает это... Верни, игра. Вернее, игра. Так ее надо заполнить. Значит, вернешь не так просто. Spec to self. Effect to self, по-моему, обычный, да, он принимает, да. Effect to self. И мы передаем туда вот этого товарища. Долго учился. О, да я в бою учился, так называемым. Ну сколько, 2 года сейчас? Ну опять же, де юра или де факто, тут как посмотреть. Так, он хочет от нас... ух ты, ее еще и контекст хочет. Не, мне так не нравится. Эффект spec to self. Spec to self. Spec. Не, там КД на dance. Spec. Есть cat еще. Вот cat есть, да, вот такой вот есть. Там поменьше КД у кота. И они рандомные. Ну как там? Список есть какой-то из 10. У танцев 10, у котов 19. Так. FGIM Place Effects Spec. Ладно, тогда здесь сделаем. И как мы это делаем вообще? Где у нас тут? Восклицательный знак дать. Ты говорил по-моему их там 155. Да, 155, ага. Make effect контекст. 15. Ага. Ага. Get default object. Ага. Вот так вот мы это делаем. Не надо никаких спек-хендла. Get default object 1.0. Восклицательный знак док. Долго не добавлял. Вообще есть все команды там в этом. В описании есть все команды. Все команды есть там. Const gameplay эффект.
Ну, так я ж получаю его из get default object. Опять эта фигня, блин. Он обкаст не может сделать из-за этого. Дэнс откатился, быстрее, давай. Дэнс, пока этот спам гидра не написал. Так. Какую игру делаешь? Между Vampire Survival будет Vampire Survival и Diablo. Вот такую игру делаю. Только что было 19 зрителей. Да ладно, не серьезно. Ты всех распугал? Да. Хорош. Но это аномально. Так, вот это вот нам надо. Вот теперь это ну, все хорошо. А если не идти сабкласс, то он будет всегда его хранить, Извините. да? За что распугал это по поводу... Да не, это вот это так, X-Razin, это тут спамер местный. То он всех распугал. Спам гидра. У него истинное его обличие, это спам гидра. Кразин. А спам гидра-то не Крузин. Так, Death Gameplay Effect, Ability System Component Make Effect Я не Context. спам гидра, я ультрапотужный спам. Ты спам гидра. Default есть, блин, я не хочу подключать, это же каждый надо будет подключать его, чтобы засунуть. Это что-то как-то... Хотя не то, что большая проблема. Планируешь делать пасхалки? Я раньше был... Вот спам это как-то супер на будущее, ну вообще да. Сейчас ультрапотужный спам. Ты всегда спам гидра. Спамишь без конца и спамишь. Вот это вот должно произойти раньше, чем DES у нас наступит. И монтаж мы, наверное, даже позже отключать будем. Так, давай смотреть, как оно все сейчас там происходит. Я за этот месяц ни Так, разу не спамил, ты меня забанил за я- то, что я после пока написал еще и сообщение. из-за тебя я так забыл добавить. Мозг мне задраконил. Это все ты, спам гидра. Это все из-за тебя. Так, он у нас идет в State. Старый, ну чё ты? Ты спамишь, конечно. Что такое случилось с тобой? Ну! Так, State. Вот State у нас есть. Тут всякие. Мы вот этот сдублируем. Это будет Death. Death. А что это за новые подсказки, Death? Это что, визулака новая? Что-то какая-то фишка у них или что-то? Ах, да. Да. Крит. Копилот. Копилот? Так что почему? Это новое что-то у копилота завезли? Что раньше он как, ну, он обычный текст подстраивал, а тут как-то... Так, давайте закоммитим все это на твали.
Я не политик и не президент, а мой бренд свій власний бренд, Олежка Винекти не конкурент, мой вуса вусы бренд. Ну вот спамы. Конечно, да. Это песня Павла Зеброва. А сколько ты можешь сообщений генерить вот так вот спамом на максимуме своих возможностей? Это не спам. Так, и теперь у нас в стейте появляется Дес. В секунду 3 сообщения. Секунду, 3 сообщения. Ты мощный, мощный, мощный. Ничего не скажешь. Has duration. Ему не нравится, да, то, что... Так, а какой error? Можно мне написать, или он в логах пишет? Тут пока долистаешь до них, вот пошел винот белый. Примерно так. Set to instance of the target apply will not to apply its tag. Почему? Можно мне информацию, почему так? ГПТ пояснит за ошибку. На конкретно этой повесил. Не работает ошибка. Почему так? Инстанс эффект применяется один раз, не остается активным, не может держать теги. Duration infinite. Жертва может infinite, короче, надо ставить. Угу. Infinite период 0, да? Infinite мы ставим. Instant, поэтому он ругается, потому что это не имеет смысла. Он его добавит, сразу же уберет. Ну, 0 это навсегда, я так понимаю. Или нет? Scalable float money infinite. Период, это с каким периодом он будет все это производить? Это ж не длительность. Все, короче, есть. Добавили. Идем в плеера и закидываем ему Des. Вот этот Des. Знаете, что самое еще интересное? Что не только у плеера должен быть. Вот это хорошо. То, что мы создали абстрактный класс, то, что здесь только тот эффект, который нам нужен, находится. Нельзя сделать что-то не то. Да, перезапустим. Знаете почему? Потому что вот этот покемон... Вот этот покемон уедет, знаете куда? Он уедет в мастера. Так, ну у этих есть доступ. Все остальное тоже будет работать. Единственное, что у Enemy Death нужно сделать, в принципе, то же самое. У меня спам за чей я в бане и Вера дает аптап спамлю ей бан получив. Это песня спаму факта. 100%. Так, Apply Death. Вот у нас тут Destroy идет, но мы сделаем вот такую вот фишечку. Вот единственный минус, это вот это вот надо делать, что это вот прям что-то как-то каждый класс подключать, это миллион инклюдов. Конечно, пустой там, но тем не менее, все равно заморочивает как-то. Так, хорошо, перенесли. Ну, это просто, чтобы у нас логика работала и у Enemy, и у нас, и у всех. Ну да. Все, полетел. Опять же, повторюсь, так делать не надо. Это потому, что просто их никто читать не будет. Это чисто для меня история. Я
Что я там вводил, я не читаю. Я... Может, за весь проект один-два раза откачусь, поэтому... Вот опять ты спамишь, ты ж писал это все. Так, это закрыть. Теперь нам надо вот тут в блок abilities поставить state и поставить des. Но блок abilities with tag. Tags, блок abilities with tag. Мы зайдем в base skill и вот здесь, наверное, на конструкторе UGA base skill мы создадим одну маленькую такую фишечку. Блок abilities with tag .add tag tag des. Tag des. Вот так вот мы сделаем это. И опять перезапустим. Ну, нравится перезапускать. Что поделаешь? Ну, нравится. Ну, а что поделаешь? Все, ну так, да. Именно вот так. Никак иначе. Угу. Так, смотрим. И где у нас? Вот такие слова в песне, но и неправильно озвучивает текст, поэтому напишу, как звучит. Я не політик і не президент, та маю бренд свій власний бренд, альтишковіник та не конкурент, бо маю вуса бренд. Давай я тебе за третий раз минут 30 дам. За 3 раза подряд эти вот по 10 минут ты, в принципе, заслужил 30 минут. Бана. Так. Немножко не доходит, что не надо так делать. Base skill, допустим, мы создали, мы его открыли. Вот, state des уже есть, а в новых он так не делает, то есть он их не добавляет. По каким-то причинам он не хочет добавлять в блок. Ability, но мы сами это добавим, des здесь, оп, есть. Night Slam, Fury Slam, вот он, Fury Slam. И, подожди, это не то, это кост какой-то там. Knight Fury Slam, вот, да. Des есть. Закрыли, открыли какой-нибудь другой. Player Melee Attack обычный. И вот у него есть Des, который блокирует его. Все уже добавлено. Это потому что этот был в памяти, он его из памяти загружал. Поэтому он его не добавил. И у Enemy, так как какого-то лешего он тоже... потому что как раз таки Enemy не наследуется от этого. Что планируется? В 2 словах. Грандиозный успех планируется. Кстати, тоже надо сейчас будет это переделать. Vampire Survival и Diablo. Вот так вот. You have a Vampire Survival, you have a Diablo. Опа. Что-то получается. Такие вот истории планируются. Так, working with state des. Хорошо, это прям замечательно.
А это надо все переделать. UG Enemy Звучит Base. интересно. Удачи. Да, спасибо. Ну да, звучит интересно, а будет потом. Чтобы оно и было все интересно. Так, это мы сейчас тоже перенесем. Это все надо переделать. Привет. Можно Привет. ли вайп-кодить в APT? Используется без блупринтов. И да, и нет. Ну, как бы ты можешь, но если ты понимаешь, что там происходит, если ты не понимаешь, что там происходит, то будут, скорее всего, проблемы. Но он будет работать не так, как ты хочешь. Вот. Про оптимизацию и поддержку в будущем тоже можно будет, скорее всего, забыть. Но это это потому, что вот я как его тискал, этот вайп-кодинг. Из того, что я видел. Тут Туру, привет, Артмарис, привет. Так, это все потом. Подожди, а что потом? Сейчас. А единственного постоянного зрителя забанил. Да. Но он спамит. И он не понимает этого, или понимает, и поэтому и спамит. Ну, в общем. На 30 минут я ему дал. Придет еще раз будет спамить, я ему часов 12 там в сандалю. Хотя это не имеет смысла, потому что это завтра не планирую вроде. Поэтому как бы... Так, хорошо, play. Что мы тут? Жух, надо, кстати, отключить эту. А что-то не... Ага. КД. Представляете? Бум. Это тоже отображается. Ну ладно. Critical chance, enemy, critical chance. Ну вот это вот, player and enemy health, когда попадается, они вообще перестают. Вот этим надо заняться как-то. Ну давай, вот все, они больше не будут. Ну это эти еще, ладно. Новые все как бы. И нам, кстати, дается опыт за них. Они появляются, у них 0 хп там и срабатывает код. Хотя странно, у нас изменение срабатывает походу после. Походу после прилетает. Суть не в том, что оно не работает, оно работает, просто оно работает после, а после уже не важно, поэтому оно и этот. Уорд Марис, ты сегодня не котов решил выбить новых? Так, ладно, давайте Дес проверим. Давайте Дес проверим. Угу. Вот он отменил нашу эту анимацию, то есть все отлично. Я, правда, не проверил, новую ли он не запускает, то есть наша эта работа. Зачем я постоянно скиллы открываю? Ну да, новый он не применяет, то есть все работает отлично. Хорошо. Тут мы молодцы, тут мы прям молодцы, прям вообще. Прям вообще, красавцы. Так, с этим переделыванием попозже, я его пока здесь и ставлю. Блин, столько всего, столько всего. Закрыть, 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 закрыть. Вот то я зря закрыл. Вот ту фишку я зря закрыл. Вот это не надо закрывать. Где скилл закрыть. По Эмилии скилл закрыть. Тоже зря закрыл. Это закрыть все. В итоге тоже закрыть. Сильно много скопилось этих. Пооткрываем, ничего страшного.
А по поводу очереди, надо понять, как они тут вообще устроены. Просто set health max у нас происходит здесь, он как бы должен его ограничивать, то есть он не должен позволять set health max делать нулем его. Есть проблема. Пойти и на Godot начать собирать Я прототип. вот подумал и пойти и на Godot начать собирать прототип игры. Просто со своим движком еще долго буду возиться. Подожди с Godot. Там 20 какого-то числа с Sandbox выходит. Вот как раз туда пойдешь. И просто и это ты будешь собирать. Все. На C-Sharp. Как тебе, а? Source 2, все дела. Ну там так, полу Source 2. И вообще, о. Ну а чё Godot? Чё сразу не Unreal? Чё не этот? Unreal можно переписывать. Ну то open source. Бери, переписывай. Шарпфу. Не, ну вот тогда Unreal 100%. Unreal можно переписывать. Бери, переписывай. Ну, правда, обновы тогда можно забыть. Потому что обнова тебе все похерит. Но можно переписывать его. То есть можешь зайти в какие-нибудь базовые классы и переписать это все. Дай подумать. Мы когда делаем apply эффект, у нас применяется... Для Unreal есть Unreal Sharp. Это что за покемон такой? Что за Unreal Sharp? Осуждаем. Так, эффект. Cards. Enemy. И вот этот Health Max у нас, он работает по какому принципу? Он вот по такому принципу работает. Он берет и Health Max делает этот. Но прикол в том, что они применяются в начале. Писать логику на шарпике вместо плюсов. Еще писать логику на шарпике. Вместо плюс... Осуждаю. За извращение. Ну я пока еще в раздумьях, но Unreal не нравится, что он тяжеловесный по PC. Ну так он тебе возможности дает тяжеловесные, понимаешь? Тут же как бы вот это вот надо enemy брать. Health Max increase up. Health Max. А есть down. Это реген. Осуждаю реген. Вот, мне нужен вот этот. И вот как он работает. Он отнимает десяточку, но... Сейчас сообщение придет. Ты просто пет-проект делаешь или это твой основной проект? Какие планы, Димка, издатели и тому подобное? Это и пет-проект, и основной проект одновременно. И планы вот сейчас сделать самые базовые, минимальные задуманные механики, чтобы все это работало, все это выглядело как-то. Собрать это, ну, хоть как-то, хоть что-то. И закинуть демкой зрителям. Подождать, послушать, посмотреть, что скажут, как вообще это все идется, потом исправить, доправить. И если не закидают буями и не будет дизморали, так сказать, все это исправить, доправить, доделать, сделать. Ну а дальше развилка, либо поискать издателей, вот, либо просто в Steam. Steam уже зарегистрироваться там, в общем, сделать вот эти все приколы, подождать 30 дней, и ждать 30 дней, пока будет ожидание 30 дней, вот, допиливать его и закинуть в какой-нибудь ранний доступ, там условно, ну или не ранний доступ, сразу релиз. Вот, планы как-то так. У нас вот здесь он назначает его, но в чем прикол? Когда он делает назначение, он текущую как бы 10 делает, и тут
Тут, наверное, надо как раз-таки пределать. Вот эта ж фишка, она работает на пост. Это init, она работает на пост gameplay effect execute. То есть, когда он уже применился. А вот на Health Max, скорее всего, нужно сделать pre gameplay effect execute. И... Привет. Какой у тебя опыт работы с плюсами? Привет. Какой, да? Нулевой. Коммерческий нулевой. Почти там не считается. Так, сколько, 2 года. Как начал на стримах что-то ковырять. Вот так и ковыряю до сих пор. Так. Post gameplay effect execute. Post effect gameplay execute. Pre gameplay effect execute использовать. Может быть, это как-то повлияет. Точнее, не повлияет, должно повлиять. Есть изолатель форклифта, немного инди выпускают, можно им будет закинуть. Они с Рунорм работают, насколько мне известно. Ну, я, насколько знаю, есть у Йопиков и у Microsoft вот эти всякие там программы для таких вариантов. У Йопиков очень там все вроде как просто. Особенно если ты у них только выпускаешься. Поэтому как-то так, да. Увидите проект в этом бесплатной раздаче как раз. Там когда-то на недельке будет. Так. Не пост, а пресс сделать чисто для Health Max, да? Атрибут Handlers. Блин, а он будет на все триггериться. То есть там буквально надо будет атрибут доставать из этого и проверять его. Или... Фу-фу за такое. Или Steam, или нигде. Или Steam, или нигде. Ну... Да, но... Как за деньги, да. За деньги, да. Или как там... Дай подумать. Посты нет. Ну да, посты нет. Gameplay effect execute. Ну, я думаю, надо на пре ставить. Надо ставить на пре, потому при этом надо его реализовывать еще. Прекращай. Post pre gameplay effect execute. Этот. Так. И что с ним? И мы должны из дата достать, да? А что они ретурнят? Подожди. Что они ретурн делают? Чего? Они так, ну это будет надолго, да, вот этот. Ретурн туру просто, да? Потому что они вернули. То есть мы тоже должны заретурнить true. Ну или сделать иначе. Просто супер. Супер пре gameplay effect execute. Вот это дата туда передать. Но это, конечно, будет напряжнее, чем просто true вернуть. Но поэтому мы просто true вернем. И все. Так. Что у нас... Привет. Что за игру делаешь? О, привет. Надо уже создавать команду для этого. Я делаю игру Vampire Survival-Diablo. Вот так вот. Если скрестить две этих игры, и что-то должно получиться. Вот это вот и делаю.
Диабло здорового человека только. То самое. То самое. Так. Из даты нам надо достать атрибут. If data спек. Да, ты спек достаешь. Нам надо атрибут, слышишь? Evaluated data. По-моему, из evaluated data мы что-то там должны достать. Да, вот атрибут. Equal. Как мы там их сравниваем? Get health. Get health. Health max атрибут. Давно уже разработкой занимаешься? Этого проекта или вообще? Этого проекта сколько? Месяц-два? Месяц-два-три? А вообще... Подожди, три. Три? Третий год, что ли? Подожди. Не, второй. Второй закончился, третий пошел. Я запутался. Второй или третий год, короче. А на какой стадии данный проект? Блин, смотря что брать за конец. Смотря что забрать за конец. То есть, если прям все механики, которые я хотел бы реализовать, то там еще далеко. Если брать на... Год на FPS потратил точно. 258 стримов. Если брать до демки, да, какой-нибудь, то на... Вот еще один поворот, и будет финишная прямая. Вот как-то так, если писать. Так, get health max атрибут. Если он равен, то мы вот это вот делаем. Мы вот это вот делаем. Но это правда пре. То есть он... Я не знаю, как он сработает, нет. Скорее всего, ничего оно не сработает. Ну, наконец, я имею в виду окончательный результат, когда уже можно зайти в игру и спокойно проходить ее. Ну смотри. Вот смотри. Вот я нажал play, да, вот игра началась. И вот у меня есть там персонажи. Ну, персонаж пока один. Вот я могу его выбрать. Я могу ему вкачать скиллы. Скиллы там, допустим, армор могу ему вкачать. Там или хп больше сделать, или маны больше сделать. Это все работает. Скилл какой-нибудь могу взять. Допустим, вот на 5 его поставить. Пока только один скилл существует. Я могу нажать play и выбрать карту, на которой я играю. Карта пока только одна. Ну, то есть, что 3 это одна и та же карта. Играем карту, нажимаем. Есть загрузка. Вот мы загрузились. Пошел таймер. У нас вот на 5 мы поставили вот наш скилл на 5, и вот он юзается. И мы промазали. Есть противники, которые нас бьют. И вот тут это все. Если мы... Ну как, босс не появится, босса еще нету на время. То есть мы победить здесь никак не можем, это бесконечно. Да, демка будет. И вот это вот все пока готово. Вот так вот. Так, это я закрою. Что за new blueprint? Attack Night. Don't save. Так, и вот здесь. Да. Вот босса еще надо сделать, чтобы с босса падали скиллпоинты. Это мы уже с понедельничка начнем. Сейчас мы тут так марафет наводим, на всяких багов избавляемся. Кое-какие вещи переделываем, то есть... Над визуалом тоже ты будешь работать? Да, поэтому все будет очень всрато, все будет из бесплатных ассетов, и вот как-то так. В одного или команда какая-никакая есть? Ну, пока команды нету. Так, а что я добавлял? Des проверить. Что у нас тут? Не Des проверить. Нифига не Des. Data table, cards. Это у нас player and enemy, да? И вот здесь я бы хотел найти health max down и дать ему chance большой-большой, чтобы он выпадал, только он. Чтобы мы могли проверить.
Как опять скиллы выбираю. Кстати, там скоро вроде должна выйти Mortal Shell 2. Не смотрел трейлер. Mortal Shell. Не смотрел. Про что игра? Про бесконечный фарм и совершенствование персонажа. Если вкратце. Так, вот первый моб появился. Слушай, а мы так долго будем сидеть. Вот здесь вот. Да? А почему вот этот он не сработал? А что не так? Не, ну это мы так навечно здесь застрянем. Не, подожди, прекращай. А что не так? Что он здесь сбросил его? Игра будет что-то между Vampire Survival и Diabloid. Diablo, не Diabloid, а Diablo. То есть активный Vampire Survival. Это опять смотри, он его сбрасывает. А, потому что это лямбда, она ж... Он же не хочет, да, в нее залезть. Target is line. Passive causes. Он же сюда как лямбду ее создает. Хотя странно, он уже должен в нее залезть. Так. Ладно, давай вот так вот сделаем. Давай вот так вот сделаем. А что нам это даст? А мы вот так вот сделаем. Опять скиллы выбрал. Посмотри, выглядит интересно. Типа ел бы здорового человека с ноткой металла и без параметра выносливости вообще. Игру куда-то планируешь выкладывать, чтобы с нее прибыль поиметь? Да, Steam. Так, нам надо выжить, как бы. До уровня-то прокачаться надо. Вжух, сбрили всех. Так, вот, Health Max, Enemy Health Max минус 10. И вот сейчас, по идее, должен сработать наш код. Но он не срабатывает. Потому что это пребыл. Вот они создаются и сразу удаляют, потому что там по нулям у них хп. А как ограничить его? Слышишь? Если здесь он не хочет мне вообще отрабатывать этот брейкпоинт. Will not currently to be code. Target code with this line. Possible codes included. Ну да, он его упаковал там. Здесь он его не упаковал. Ну давай немножко модернизируем код. Мы сделаем вот то же самое, но мы сделаем вот здесь. Ну, по факту он 2 раза это сделает, но нас интересует тест. Что брать? Вот сюда. Потому что вот этот товарищ вообще не сработал. Вообще не сработал он. Health Max. До установки. А с чего он должен до установки сработать? Скажи, пожалуйста. С чего он должен сработать до установки, если он до установки как раз таки не этот? Это нам надо из вот этой даты вытащить и узнать у него, сколько он будет, и дата у нас по ссылке возвращается. Вот что нам надо сделать. Нам надо mess. Не mess в смысле беспорядок, а mess в смысле математика. Понимаете? Нам надо математикой все решить. Вот единственное, что непонятно, попал, не попал, еще надо эффекты урона сделать, понимаете? Такое ощущение, что оно просто в никуда ушло. На самом деле там просто урон маленький. Так, increase, нет. Decrease player and enemy max health. Health max, все есть. И у нас все равно он не срабатывает. Почему он не срабатывает там? Почему на пре? Не срабатывает. Это интересно. А почему он здесь не срабатывает?
вот это интересный покемон. Хорошо. Тогда мы должны сделать математику здесь. Здесь сделать математику, то есть... Интересно наблюдать за разработкой игры, тем более в одного. Это сильно, конечно. Да, это сильно, это да. Атрибут name. Нафиг мне name. Мне name не нужен. Мне нужен Валуя. Get numeric, get is valid, numeric, Валуя, check. Это не-не-не-не-не. Значит, не в атрибуте, да, находится. Магнитуде. Вот это тут нас интересует магнитуде. Постараюсь в дальнейшем наблюдать за тобой. А пока удачи в разработке. Спасибо, да. Да, понаблюдать надо. Так, FMAS, магнитуде. Дата подсказывает вот это сделать. То есть сразу применить вот такую вот штуку. Вот, и он установит единичку. Вот это, походу, по идее, должно сработать. Вот эта вся история. А вот это вообще не имеет смысла. Непонятно, почему она не срабатывает, потому что буквально Get Health Max у нас становится меньше этого номера, то есть он там 0. И обратно он его не устанавливает. Ну, там D, скорее всего, срабатывает. Он вообще это удаляет все нафиг, поэтому это не срабатывает. Но, в общем, это тогда не имеет смысла. Это вот делать вот так вот надо. Так, давай смотрим. Еще бы эти добавить, когда юзаешь, здесь как-то она менялась, не только когда добавлялся. Так, вот, decrease player and enemy health max минус. Что по новым? Вжух. Increase enemy strength. Evasion давай прокачаем. А ничего по новому вообще плевать. Вообще пофигу. Ну, погнали к яишке. Погнали к яишке. Пост-эффект. Он пост говорит, да, сделать Max Health и забить ее туда. Но дело в том, что вот не работает этот Max Health. И через Fmax. Но он буквально говорит вот это вот сделать. Что я тут делал? Set Max Health. Короче, он вот это советует сделать. Кстати, хорошая тема. Просто вот так вот. Да. Знаете, еще что может быть? Что может быть? Вот здесь мы-то с Хелсом играемся, правильно? И он вызвал вот этого покемона. Потому что он устанавливает ХП, основываясь на текущем макс
значение. А там минус. Как бы для подстраховки на уровне репликации. Clamp атрибут on change. On rip max heals. Почему не в pre? Пост, pre, пост, это понятно. Вот здесь делать еще одну проверку, когда health он добавляет, его меняет health. Сделать небольшую проверку на health max дополнительно. Хотя вот он назначает его health current. Clamp берет. И вот здесь вот мы можем не 0 сделать, а единицу поставить. И вот походу вот сейчас у нас все решится. Вот он, где наш засранец сидел. А, файл, это прикольно. А почему файл? Потому что мы отсюда его убрали в pre. Тогда pre нам вообще не нужен. Все, уходи. Все, pre нам не нужен. Погнали в тестить. Я и друзі Фрозен міф і ворогів умів прощати, бо хрещені батьками ви хрещатик, то о хрещатик. Опять спамишь, да? Полчаса уже прошло. А чё они такие жесткие стали? А чё у нас с ХП? Подожди, а что произошло? Все ты, да, я... Сейчас еще будешь спамить, я тебе бан дам опять. Хелскурен, давай. — 50? А почему стало 50? А чё я ввел? А, это уровень я ввел, осуждаю. Это же Не, подожди, это клэмп от... Это не спам, это песня Павла Зеброва. Текущее значение, минимальное значение, максимальное значение. Health Max, вот, есть. А здесь я что наделал? Это то, что поступило, это то, что... То, что нам надо, максимальное, макс индекс. Max и Array принимают какие-то эти returns higher value in a generic way. Векторы всякие. Просто максималку возвращает нам и все. Что? Set max health, set health. Он еще и set health мне посоветовал сделать. Смотри, set health. Health current. Mask lamp. Ну дай-ка я скопирую это. Не хочу прописывать. И... Слушай, а у проекта твоего есть какие-то затраты для разработки? Кофе. Вот кофе. Вот так вот берешь, так и ты тратишь.
Электричество еще. Время. Вот какие-то такие затраты пока что. Пока-пока. Ахахахах, а если в денежных единицах? Ну, если в денежных, ну, сколько там на электричество, и сколько там на кофе, и сколько времени там трачено. Ну, такие вот затраты. Ну, серьезно, именно деньги прям на что-то тратить, там, насты какие-то, найти, там, кого-нибудь нанимать дополнительно, еще такого не было. Блин, я 0 поставил. 10 единица должна была быть. Давай единичку. Да, лайфкодингом его обработаем. Так, что там по хп у нас? 50, я вообще ничего не понял. Че 50, если должно было быть 150? Прикольно. Какой кофе пьешь? О, разный. Ну, это как бы... Мне не принципиально, что там. Если так уж пошло. Как там, арабика, вот эта вот вся шляпа. То есть мы делаем игру, которую в перспективе 30 следующих лет кому-то придется ремонтировать для работы на след поколения операционных систем. 0. Да, Ну вот да. конкретно, какую банку кофе покупаешь? Или ты в зернах покупаешь? И нет, определенно, это из разряда ты заходишь, просто смотришь, что такое я не пробовал, взял там и все. Это нет каких-то супер там предпочтений какой-то вот, там вот. Даже не могу вспомнить, вот это вот я пью. Пришел, взял, все. Там, по скидке сюда. Ну, то есть, там как бы это нет. А что это за сообщение по поводу делаем игру в 30 следующих лет, придется ремонтировать для работы следующего поколения операционной системы? Не понял, я что-то не понял. Окей, хорошо. В данный момент какой у тебя кофе? Какую последнюю банку кофе ты покупал? Ну ты какой? Я не помню. Я же говорю, я как-то, ну, это я не настолько прям этот кофе этот, чтобы знать, какая там банка у меня. Ничего не знаю, я могу тебе в кружке его показать, ты поймешь, нет? Или скажи мне, в каком ценовом диапазоне ты покупаешь кофе обычно? Ну, где-то долларов 10. За 250, по-моему. Блин, я ничего не протестил с этим кофе, блин, я все себе этот... Ахаха. Вот, Почти, конечно, 150. понятно будет. В кружке понятно, но сейчас покажу. Где-то долларов 10, в районе 10 баксов. Так, а чё они... ну, здорово, теперь они текущие хп меньше не опускают. Прикольно. Прикольно сделал. Это у нас что сделал? Кто сделал? Это нас вот этот Ты из сделал. России? Ой, не знаю. Не знаю, я не говорю, откуда я. Кодовое место — это Мадагаскар. Так. Поэтому все в баксах меряю. Чуть непонятно было. А ты еще зайчиков спалил. Кто понял, тот понял. Но это шутка, это шутка. Так, set health current.
Вот это вот у нас тут, поэтому он ниже не опускает его. Здесь, ну, я что-то вообще не догоняю. Так, ну это все не сработает, что лайфкодинга не было. Кто я, откуда я, это тайна, покрытая мраком. До какого-то периода. А потом все тайное становится явным, как обычно. Так. Что я делал? Тестил, я тестил. А как бы тестить его? А он, кстати, не, первых он не удалил, это он их переместил, поэтому они там съехали. Они там съехали. Health Max. Вот он отнял у них Health Max. Это еще старые ребята. Вот они не появляются. Я вообще не догоняю это. Get Health Max. От 0 до Health Max. Интернет-отвис. Можешь повторить ответ на вопрос, из России ли ты? Я говорю, что я не говорю о том, откуда я. Это тайна, покрытая мраком. Но когда-нибудь она перестанет быть тайной, ибо все тайное становится явным. Поэтому и в баксах я говорю, что было непонятно. А что, интернет — это знакомая тема. Тоже отваливается, стримы прерываются. Так. Все понял. Да. Короче, я не распространяюсь о себе ни как зовут, ни откуда я, ни кто я. Ну как кто. Могу рассказать, ну где учился нет, но на кого учился там условно. Вот это вот история вся. Там какие-нибудь такие вещи. Такие вещи. У тебя донаты отображаются. Да. А чё? Что-то было? Что-то было и не пришло? Что-то было и не пришло? Или так просто на будущее? Где оно? Вот сюда вот надо нажать. Не в этом ничего не пишет. Ничего не пишет. Так. Да вот что-то не вижу. Ой, это спасибо заранее. Но у меня даже в этом ничего не отображает. Ну, то есть в Donation Alerts самом нету. Вот, вообще нет инфы, что пришло. Но там было такое уже однажды. Там Привет. Там долго сидели, ждали, пока придет. Сидим, ждем. Ну, спасибо большое. Там это, огромное даже, я бы сказал. Это для меня это редкость. Привет, Терекс, привет. Это редкое событие. Благодарствую. Странно. Деньги списали, а донаты нет XD. Ну, в этой ситуации мои полномочия, как бы, вот я обновил, нету, вообще ничего нету. Статистики ничего нету. Так, ждем, сидим, ждем, все, нельзя не отходить, теперь не выключаться, сидим, ждем. А ты умеешь делать такую же интерактивную штуку, как у Обослетова Михаила Доли, через чат Твича? Это какую штуку интерактивную? Кто это, во-первых? А во-вторых, что за интерактивная штука? И так есть команды всякие, там Dance, там Cat, там еще что-то есть. То можно стримера с усами запустить, когда стример с усами был, с бородой, когда стример был. Можно запустить. Ну там они скрыты, там надо знать, что именно эта команда делает, именно это. Да. Dance можно еще запустить. Dance я, кажется, называл.
куда еще интерактивнее. Можно стримера отключить камеру ему и кота поставить вместо него. Так, Get Health Max, максималка. У него игра на Unreal есть с дуэлями. И вот мы через чат Твича даем команды, чтобы участвовать в битве. Мобы с нитками сами дерутся в движке. А, вот такая вот фигня, я понял. Не, такой фигни у меня нету. На кофе. О, спасибо большое. На кофе, хорошо. Это хорошо. Я потом это гляну, что там за кофе. Это, либо на перерыве, либо на перерыв пойдем, короче. Там небольшой такой, 5-10, максимум 15, и я гляну потом. Но если не забуду, потому что забыть это вообще изи, короче. Что за кофе? Ну, либо уже завтра. Завтра ничего не будет, в понедельник. А, первый донат только дошел. В смысле, первый. Ты там проверочные бросал. Спасибо большое, огромное. Так, Health Max. А если мы сделаем вот так? А я уже второй закинул. Думал, первый никуда ушел. Ну, ждем тогда. DX2 огромное спасибо. Заранее, так сказать. Фига там кофе за 300 рублей. Тут бабка из мема нужна. Сколько? Да ты шо, если кто помнит. Но это не в смысле стаканчик, это чуть побольше стаканчика так-то. Так. Ох. На кофе. Это на повышение, нифига себе. Спасибо большое. Ого. Огромное, прям нифига себе. Ты тестил так. Блин, надо было не говорить, сказать, что это, что не прошло, там бы еще на повышение. Да ладно, это шутки. Не надо, все хорошо. Так. Нужно поддерживать отечественный геймдев, я Да. считаю. Тут уже есть во что поиграть. Я как бы делал предыдущий мой проект. Есть. Это уже на 2,5 банки кофе. Но это на... Это ж как раз таки будет почти 100. Это будет почти 10 баксов, как я говорил. Ну, там минус донейшн же еще заберет, плюс там выводы, переети. Это как раз и будет 10 баксов, то есть это где-то 250 граммовая баночка будет кофеечек. Это как раз, это У намного. нас за 300 басов стакан кофе продают. Ха-ха-ха. Это где? Это Москва? Небось. Какие-нибудь там, туда. Патрики все дела. Что я говорил? В описании есть на Google диск, если зайдет, конечно. И там предыдущий мой проект есть FPS. Лутер-шутер. Тоже про бесконечные фармы, совершенствование персонажей. В принципе, то же самое, только лутер-шутер. Точнее, просто шутер. То есть тут тоже будет лутер, но... Этот, как бы... Омск. Мне сразу вспомнился старый мем. Старый мем, как раз с Омском связан. На Патриках, думаю, за косарь кофе продают. Не знаю. Это не мой ореол обитания. Там без понятия, что там как, но, наверное, да. Так, мы хотим по поводу этого... Еще раз благодарствую за донат. Как неожиданно и приятно. Тоже мем. Так, мемы. Если вот это вот меньше либо равно small number, Что по поводу неожиданно и приятно или Омска? Это, ну, по-моему, омский дятел там. Ой. Он... Но это не просто связано, просто он сказал, мне сразу просто вспомнилось. Это никак не связано ни с чем, просто вот вспомнилось. Омский дятел, по-моему, был. Или не омский, не, по-моему, омский дятел там. И он воспринимал все всерьез. Но это старый, это там 10-й, по-моему, года, это туда, это прям очень далеко, это прям старые мемасы там. Он все впрямую воспринимал По там. поводу Омска.
Не, он, ну как, он просто вот так называл. Я не знаю, почему он так назывался. И он там как-то, там мемас был, прочесывая местность. Фраза есть такая, прочесывая местность, да, там, условно. И он берет, чешет там. Он все впрямую воспринимал. Я, ну, короче, это старая, очень старая, это очень старая. Все понял. Это вот эта вот история, короче. По-моему, омский дятел, как-то так он там. Ладно. Small number, если он меньше либо равен small number наш этот, то тогда 1.0. Я такие помню мемы еще из ВК. И, но это очень старое, это прям, ну, прям туда, прям в древность. Зумеры еще не существовали. Ну как, подожди, или зумеры уже существовали? Это прям туда. Зумеры это уже существовали, но еще дети там. Да, хотя, подожди, не. Ну да. Короче, это супер давно. В общем, туда. Не помню года. 10-й какие-то, 9-й, 8-й. Короче. Прям туда. А если нет, то get health max. Get health max. Сказал так зумер пренебрежительно как-то, что ли. Health max. Health max. Есть. Вот это вот попробуем. Я не знаю, какие-то сейчас рандомные вещи, если честно, делают, потому что я не понимаю. Он как-то работает, как-то он эффекты эти применяет в версии там. Ладно, я пойду. Еще раз удачи тебе. Постараюсь как-нибудь еще раз на стрим зайти. Пока. Да, спасибо большое за удачу и за донаты, все дела. Да, залетай. Всегда рад зрителям. Всегда всем рад. Так. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас. Давай попробуем сейчас. Работает ли оно сейчас? Опять скиллы открыл. Я не знаю, уже рефлексы. Я тестил как-то скиллы, уже рефлекторно их открываю. Давай health regen, чтобы нас не шлепнули. Жух. Так, health max минус. Я понимаю, это новые или это старые? О, это новые. Все работает. Подожди, стой, остановись. Давай, health current. Все, есть контакт. Смотри, все работает. Все, и за счет этого у них теперь хп. Давай им поднимем хп теперь на 15. У них должно быть 16. 15. Все, потому что там все 15, потому что там как 0 воспринимается оно. Это он текущий устанавливает. То есть максимум у них хп сейчас действительно 0. Но он текущий устанавливает как единичку. О как. Блин, а там непонятно, что из этой надписи. Давай стамину возьмем. О, сломался. А чё? Подожди. А почему он сломался? И ману теперь не использует скилл. Перестал вращаться. Он так, скорее всего, назначил. Скорее всего, так там назначил rotation, и он его не убрал после... Он его не убрал после этого... После вот этой паузы. И поэтому он не вращается за направлением движения.
Ибо у нас... Так, ну вот это мы починили, все, мы сделали, теперь оно работает. Короче, ладно, все. Это сейчас будем менять тоже. А с вот этим вот... подожди. Много всего. А можно все закрыть, пожалуйста? А как мы там это делаем? Вот так вот мы это делаем, да? Угу. Player, main... Нет, подожди, не main. Main контроллер, да, вот он. Здесь же мы, по-моему, с тагами играемся. Мы узнаем... Set pause, это понятно. Player death. Тоже все понятно. Access value, это понятно. Это movement input, это тоже понятно. Это все установка, это тоже все понятно. А вообще тогда ничего не понятно стало. Move. Level up, card, death. А rotate, получается, у нас здесь происходит. Или нет? Роберт на плазе собираем, бла-бла-бла, это moment input. Он задает, у нас там стоит этот флаг на то, что он поворачивался в сторону движения. Поэтому он поворачивается. А когда мы делаем скилл, применяем какой-нибудь... У нас здесь есть handle no rotation tag changed. Это вот как раз таки вот это вот он и меняет ее. И, видимо, из-за паузы он ее не поменял. И, видимо, из-за паузы он ее не поменял. И вот здесь-то он постоянно в дальнейшем хватал вот этот return из-за вот этого тага. Gameplay тага, который приходит ему, таг no rotation он искал. И поэтому это все не работало. Ну да. А чё, а как? Ну, это надо именно его отлавливать, этот баг, потому что так я не очень догоняю, как это работает. Чтобы понять, отловить его, это надо понять, как он... вообще работает, короче, что он там, куда и как... Матчстаг, тут матчстаг exact. Ладно, вернемся к этому попозже. Когда-нибудь потом.
теперь вот это надо переназначить ему. Это закрыть. Открыть base skill. Base skill. И погнали его делать. На самом деле вот эта пустышка, он идет в помойку. Потому что мы их немножко иначе сейчас делаем. Мы его удалим. Так, этот идет сюда. Это идет сюда. Вжух. Вжух. No. Так, ну, естественно, фейл, потому что там сейчас совпадают поля. Такой коммит с фейлом сделаем. И погнали его править. А вообще, если так подумать, дело в том, что у него есть здесь player melee skill, а enemy-то делает то же самое. Просто параметры те же. То есть у него параметры вот эти вот collision, trace distance и вот этих всех приколов, они одинаковые. Я бы, наверное, base melee skill, base melee skill и типа P и E melee skill сделал. То есть еще один класс завел. И тогда бы перенес параметры, чтобы не дублировать их. Ох, как я люблю кучу классов. Это просто, ну, самое любимое. Так, давай посмотрим, на что он ругается. U-function. Какой U-function? Вот этот вот весь U-function. Он так notify триггерит. Can U-function declaration above... Потому что он здесь есть. Он так notify триггерит. Здесь должен быть virtual void. Он уже virtual там, правильно? Да, virtual. Virtual void override. Override. Хорошо, U-function удаляем. Следующая претензия точно такая же. Молодец. Так. V8. Ага, тут та же самая история. Virtual. Void уже есть. Override. Эти функции убрать. Потом арафет наведем. Так, атак Монтаги. Атак Монтаги у нас там в родителе есть. G-damage у нас в родителе есть. Удалить. И у нас ничего не отвалилось. Хорошо, запускаемся и создаем новый класс. Следуемся от base скилла. И засунем туда мили. Base мили скилл. Вот это, кстати, надо вернуть в исходное положение. Блин, как он задолбал. Сохрани вот этот набор. Base мили.
Геймплей эффект. Подожди, чё? Геймплей ability, а не геймплей эффект. Abilities. Сюда вот пойдет. Base melee skill. Этот надо еще не забыть удалить. Тут некрасивый enemy base, который... Так. Угу. Melee skill, хорошо. И значит, вот этот, он на самом деле от него наследуется. Base melee skill. И откроем мы еще сверху наш P melee skill. А enemy melee skill. О, мы сейчас одну фишку попробуем. Как ренейм работает. Сломает ли он нам все или не сломает он нам все. Будет очень интересно посмотреть. Так, здесь все окидоки. Тоже нужно отнаследоваться от Base melee skill. Так, опля. Опля. Значит, draw debug trace, trace channel, trace distance, trace half. Вот эту вот историю мы смело из protected отсюда переносим в base melee skill protected сюда. Melee skill trace, да, все, поехали, есть. Перенесли, значит, сохранили, сделали F7, и он нам выбивает ошибки, потому что у нас точно такие же параметры находятся у enemy, нашего enemy. Мы их тоже удаляем отсюда. Делаем F7. И вот тут начинается еще одна история. Attack speed и base damage. У них тоже совпадают. То есть что у плеера, что у... Или подожди, а как я их назвал? Damage. Доброго дня. Melee skill. Блин, а надо как-то... Блин, а как же это... Нужно будет что-то между тогда создать. Так, значит, damage у него есть, speed skill есть. Вот этот вот мы удаляем. У этого мы удаляем. И он нам ругаться начинает. Как дела, Дайс? Что это на тебя нашло в столь поздний час? Так такие предложения делать. Так, speed skill. Сюда вот передаем speed skill. Skill, чтобы у нас ничего не отвалилось. И damage range сюда передаем. Не спал, True Crime с женой смотрел. О, как оно. Get damage. И оно как.
Ну смотри, по поводу, допустим, расположения, то, что набросать в фильме, все дела. Ну, у меня-то есть в голове расположение. Мне бы сам визуал, как кнопочки выглядят. Как там сделать задник, потому что я бы хотел и живой задник. То есть в идеале это чувачки у костра, ну, по классике. То есть эти персонажи, которых мы можем выбрать. И такую небольшую фишку сделать. Ты когда его выбираешь, он-то выбирается у нас в виджетах. Но на заднем плане ты когда его выбираешь, он так слегка подсвечивался. Ну, это такой вот. Что сделать. И нужно продумать, как виджеты, чтобы они были. Потому что если взять ту же стенку, как сейчас у меня, то там с ней есть приколюшка в плане того, что она как-то перебивает вот сами виджеты. То есть как-то надо вот такой вот дизайн, такой вот визуал, чтобы вот он не перебивал их как-то. Ну а расположение именно такое мне нужно, чтобы было а-ля танки. В танках так было, помню. Ну, не в смысле, что я фанат танков, это просто вот мне запомнилось, что там у нас плей здесь идет, и тут какие-то всякие фигни. То есть у нас есть шапка, посередине плей, слева тут какие-то персонажи, скиллы, там инвентарь, потом... Есть рефы. Где-то здесь... Здесь какие-нибудь там квесты будут, потом еще какая-нибудь фигня, еще какая-то фигня, еще какая-то фигня. То есть, ну, тут управление. Ты нажимаешь на них, и открывается подменюшка. То есть, что там происходит. То есть, характеры, ты выбираешь характеров. Тут список характеров, их описание, картинка с них, и они тут на заднем фоне стоят. Скиллы, ну да, скиллы, да, потому что он не выбрал, надо стандартный выбор сделать. Выбираешь скиллы, тут его эти всякие там, как эти, ну не билды, ну а как это называется, вот эти вот не подклассы, ну как, ну там Cold Fire у мага, Lightning, вот эта вот фигня. Короче, ты выбираешь, здесь выбираются как бы, что ты учишь. Ну просто, допустим, взять стенку, на стенке оно как-то, ну, вроде нормально смотрится, ну, то есть различимо, но как-то вот чужеродно, ну, потому что стенка, она тут не в Красную Армию, как говорится. И вот с этим продумать, как-то сделать, вот как-то так сделать. В общем, иконки, ну, иконки, ладно, иконки мы берем из этого, иконки это все фигня. Вот с кнопочками что-то придумать, вот как-то кнопочки сделать красиво. Кнопочки сделать красиво. Короче, древо прокачки. О, да, с полосочками как-то придумать что-нибудь такое, чтобы можно было... Ну, тут он у меня программно понимает, что зачем надо, и он говорит о том, что нужно прокачать. Почему? А, ну да, он не говорит мне, что нужно прокачать, потому что это прокачано уже. Вот, то есть он тут как бы говорит requirements, то есть что нужно прокачать и подсвечивать, что нужно именно это прокачать. А... Как сделать программно, чтобы полосочки были? Наверное, никак, потому что как он будет сквозь эту вести полосочку к этому? Наверное, мы без полосочек обойдемся. Достаточно подсветки красной и достаточно надписи, что вот он пишет. Еще можно убрать подсветку, если уже не требуется. Короче, кнопочки. Мне надо пока кнопочки, вот какие-то красивые кнопочки сделать, чтобы вот как мы, вот тут они отображаются в спокойном состоянии, когда они в нажатом состоянии, в наведенном состоянии, вот кнопочки. То же самое с кнопочкой play, чтобы она была вот красивая, вот как-то нарисовать ее. И не в смысле нарисовать и скинуть мне просто это, чтобы я мог это как-то имплементировать из разряда. По референсам я-то и так могу найти по референсам. О, красиво, классно, а что мне с этим делать? Я не знаю, как объяснить. Тут бы я сам бы понимал, что конкретно я хочу, как бы, чтобы оно выглядело. Что-то такое каменное, готическое, что-то такое темненькое, но при этом, но не светлое, какие-то заглушенные тона. Вот как-то так. Что я писать могу еще? Увижу, скажу, оно не оно. Вот на таком уровне. Так, а что мы делали вообще? А, мы эту фигню убрали. Подожди. Мы эту фигню переделали. А, еще по поводу вчера, помнишь, там была
Open, хорошо. Помнишь, ты говорил, что можно как-то по-другому там сделать не if-else. Да, там можно по-другому сделать, но это количество кода не уменьшит. Это, наоборот, его увеличит. Но при большом количестве вот этого if-else он его меньше сделает, короче. Ну, в плане того, что это будет дешевле для проца. Сейчас тебе покажу, что можно сделать. Потому что я эту фигню делал в атрибут-сете. Ну, тут лучше будет объяснить. Смотри, вот такую вот фишку можно сделать. Вот. Вот такую вот фишечку можно сделать. Там, где вызывается эта фигня, то есть там, где тебе нужно это сделать, вот так вот это будет делаться. То есть ты берешь, находишь его, и если ты нашел, то ты вызываешь из него этот. Какой жанр игры? Приветствую. Vampire Survival Diabloid. Между Vampire Survival и Diablo. То есть ты берешь, засовываешь вот этот атрибут, который мы там... Я просто не помню, какой там виджет ты делал, чтобы найти, показать. То есть ты засовываешь в качестве ключа туда этот атрибут, который у нас поступает там. А в качестве метода, который вызвать надо, ты засовываешь, ну, то, что тебе надо. Короче, лямбду ты засунул в team-up. И потом, после того, как тебе нужно его вызвав сделать, ну, то есть поступают эти данные. Если ты нашел такой по ключу, то ты просто берешь и вызываешь этот метод. Но это быстрее, короче, чем если у тебя лесенка из if-else. А, кстати, между прочим, я уже 100 раз это говорил, потому что мне это дико триггерит. Во всех гайдах на ютабе, которые я увидел, подчеркиваю, и ГПТ, и Gemini, и клауды, они, короче, поначалу советовали вот сюда совать вот эту лесенку из if-else. Я сказал, не, это все шляпа, давай как-то иначе, давай делаем через team-up, что-то попробуем это сделать. Он говорит, классная идея, да ладно. Вот, но количество кода, именно строчек кода, его, естественно, больше становится, потому что тебе нужно создать team-up, тебе нужно его вот таким вот образом проделать. То есть это добавляется у тебя как минимум одна строчка, это вот это, если ты вот эти вот соединишь в одну строчку, и та строчка, которая там была в том виджете. Вот такая вот история. А теперь вернемся к тому, что я делал. Что делал? Это плеер, вот я хотел этого покемона переименовать. И вот сейчас я подсмотрю себе тут шпаргалку себе сделал. Специальную. В Default Engine INI. Погнали в файл Default Engine INI, который не здесь находится. Хорошо, где? Да ты не давай, ищи его, открываем его. И нам надо, знаете, что нам надо? Нам надо Core Redirect. Нам надо Core с большой буквы Core Redirect. Ага, такого нет. Redirect с. Вот тоже нету. Окей. Значит, мы сейчас создадим его. В чем суть? В чем суть? Хорошо. Мы идем сюда, прописываем такую вот фишку. Core с большой буквы Core Redirects. Core Redirects плюс класс. А что такое? Класс redirects, old name, new, old subobject name. Не, мне про subobject не надо. Класс redirects. Я ручками запишу, чтобы запомнить. Не, я передумал, я не хочу записывать ручками.
Да-да-да, именно вот так. И сюда мы можем записать наше старое название нашего класса и новое название нашего класса. Это по поводу этого безопасного ренейма. Но, по-моему, в прошлый раз, когда я так делал, у меня все отвалилось. Сейчас будем смотреть. Вот у нас есть enemy melee attack. Но есть такая фишечка, что я хочу его назвать E melee attack. У нас есть P melee skill, и не атак, а skill. Skill, вот так вот я хочу его назвать. E melee skill. Melee skill. И везде мы его поменяем. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь вот мы его поменяем. В общем, мы его везде поменяем. Нам было автозамена это делать. Так, вжух. Но не до конца вжух. Сейчас будет до конца вжух. Вжух. Кстати, надо будет поудалять, потому что он там то же самое делает. Сейчас мы всем нажмем. Если все окей, вот это поудаляем. Потому что там происходит в родителе то же самое. Это не имеет смысла. Да, отлично. Погнали в родителя. Удалим все вот это вот. Interrupted, completed и cancelled. Все это у нас есть в base-скилле. Если мы посмотрим, completed и cancelled, есть такое понятие, как cancelled. Он у нас подписан и на interrupted, и на cancelled. Поэтому можно его удалять. Тут все передано. Поэтому вот эти вот cancelled, completed, triggered, cancelled, interrupted. А interrupted где? Вот interrupted и completed. Он триггерит, это тут наша история. По-моему, триггерит тоже есть. Нету триггерит. Так вот же триггерит. Она пустая, да, она нужна именно там. Completed, cancelled и interrupted. Надо было удалить, мы их удалили. Все отлично. Все записать. Ага, что тут у нас? Ага, вот он подписывается, он не должен подписываться на эту историю. Привет, спасибо. Чипсеков. Чипсеки это кто? Я понял, но надо немножко потроллить. И вот это, кстати, тоже мы сейчас все очистим. Давай на этот. Здорово, пойдем. бандиты. О, здорово. Здорово, бандиты. Ворвался. Привет. Так. Значит, у нас на Activate Ability вот этот уже все происходит. Has Authority. Вот эти все подписки на характеров и прочее. Ready to Activate тоже происходит. Соответственно, мы можем это все убирать. И оставлять только... Он атак Notify триггерит. У нас тоже это срабатывает. Create Play Montage Proxy. Speed Skill. Все это тянется оттуда, а нам это не надо. Супер единственное, что надо нам. Супер. Зря я супер удалил. Даже верни меня на место. Ну, пожалуйста. Спасибо. Че, как дела? Как дела, ребята, у вас? Commit ability. Хорошо, все. Так, мы поменяли старое название UG Enemy Melee Attack. Печально. Прямо сейчас снег пошел. Кемеровская область. О, нормально. А чё печально? Снег, прикольно. Рождественское настроение должно сразу появиться. Не? Там этот...
Jingle Bells там не пошел процесс. UGA, UG Enemy. Enemy, подожди, там мы полностью, да, класс прописываем? Да, полностью класс. UG Enemy. UG Enemy Me. Ли. Атак. Атак. UG Мили Атак. А вот в New класс. А это через этот. Угу. Новый класс называется UGA E-Base. Как До мы его назвали? австралийского Нового года еще далеко. Рано пошел. Рано все, да, все. E-Milliskill. UG Milliskill. Вот так вот называется. И по идее, после вот этого того, что мы тут сейчас прописали, он мне не должен отвалить класс мой. Да. По идее. Именно в блюпринте, который наследуется от этого. Это мы сейчас проверим. Мы заходим в Abilities, Attack, Enemy. А он же даже репарент, да, не даст сделать. А, нет, он даст сделать. Все данные потеряны. Все данные были утеряны. И я не помню, что я там вводил, что там было, что там не было. Прикольно. Классный гайд. Конкурсы интересные. Это мы одобряем. Хоть репарент можно было сделать, но это толку-то. Все равно все потерял, что заново создал. Классно. Классно, это мы одобряем. Такие вещи мы одобряем. Хороший этот инструмент у юпиков. Да. А что теперь будет, когда я его переименую? Я теперь его переименовать должен. Мне его название не нравится. Не то открыл. Это enemy base, вообще его надо удалить. Иди сюда.
Так, хорошо. Емели скилл. Ну, само собой. Давай раздупляйся. F7. Of course failed. А где failed? Отлично. Вот это я обожаю, когда так происходит. Base milliskill, J milliskill generated. А, generated, все, я понял. Не подать. Все, отлично, запускаемся, смотрим, сейчас есть, нету. Ну, в принципе, остается единственный вариант, это вот с полями что делать. Ладно, с классами там все просто, ты создаешь класс наследником, от него делаешь, потом ну, допустим, у тебя есть класс там какой-нибудь плеер, ты создаешь класс мастер-плеер, переносишь в него все эти поля просто-напросто, Ctrl-C, Ctrl-V, туда его. Все это собираешь, оно, естественно, все работает. Потом ты запускаешь этот данный не утерянный, потому что они также называются, они у класса присутствуют. И, ну, если правда private там было, тогда все. И потом ты его удаляешь. Тогда данные сохранятся, а иначе... Ну, там repart, правда, надо везде будет пойти сделать. Да. Ёпики, ёпики, ёпики. Ну, все отлично, вроде как. А ну-ка, дай-ка я открою. Player melee attack. О, да, блок это des. Но у него по стандарту до des добавлен. Cancel abilities, movement. О. Слушай, а что этот код так часто попадает? Смотри. А как же остальные? Так, base movement, dash, no rotation, state no rotation. Тоже нужно добавить сюда. Так, state no movement, no rotation, на самом деле, чтобы они не двигались. На всякий случай и не... Ну, а здесь все. Так, единственное, что с этим посмотреть бы, как оно там не сломало его. У них опять открываю эту. Что у них по дальности атаки? Ау. Я в плеере поставил галочку. Не в enemy надо. Потом нужно базового сделать еще. Ух ты, у них там атака, конечно. Чуть поменьше надо ее сделать. Где-то 80-110. Trace distance чуть поближе, 140.
Длину ему уменьшить. Мыло скинь в ТГ. Окей. Вот это, да, у нас. Я же надеюсь, не срочно, я могу потом. Так. Это называется «Отгадай с одного раза, какое мыло». Догадаешься с первого раза? Да, вот так вот мы ставим. Может даже еще немножко сделать его чуть поменьше. 95. Ну я Тимов в фигме настраиваю. Желательно активное. Активное мыло? Ну, активное, да, ну. Догадайся одного раза, как говорится. Я скину, но... Так, все, хорошо, меня эти кубики устраивают. Конечно, нельзя. Нужно прямо сейчас. Да, это 100%, это прям супер необходимое, да, прям вот прям здесь сейчас, иначе все, ну... Кусок хозяйственного мыла скинешь. Ну ладно, так уж и быть, скину. Так, я что-то хотел, подожди. Это сделал. Я что-то хотел, я очень что-то хотел. Ни хрена не понял, но очень интересно. По поводу, догадай, какое мыло? Или что? Там несложно, если подумать. Если подумать. Ну, я скину. Успокойся. Не шухери. Что-то я хотел. Ну ладно, давай вот это сделаем, чтобы он не... Или на перерыв пойдем. Или не пойдем на перерыв и закончим пораньше. Пятница развратница все-таки. Надо как бы это... Только шуток плохих. Что-то я хотел добавить. Можно, знаете, что сделать? Можно перенаследовать вот этих всех покемонов через абстрактные классы и добавить их туда. Просто у нас в демедже, конкретно в... И вот эти вот можно переименовать, кстати говоря. Переименовать вот эти вот всякие... Вали на перепыв и кинь в него мылом. Все, на перепыв. На перепыв. Вот это кота, по-моему, не было, кстати. Но это не точно. Ладно, погнали на перепыв. И пока на перепыве я скину, наверное, мыло. Это не точно. Если ты продаешь, то я хз. Как там смотреть? Не, я не об этом. Короче, сейчас я тебе скину, ты поймешь, в чем был прикол. Все, давайте, короче, 5-10, максимум 15 минут и продолжим. Так, продолжаем безобразничать. Ну, секунду. Ну, это потом, да, если ты здесь, это я потом. Все инвайты и все прочее, это потом. Зря прочитал сообщение, теперь есть возможность пропустить, забыть. Так, я хочу переименовать Family Attack, Night Slam, да, Enemy, и Melee Attack, Melee Attack, да. Потом у нас в скиллах, конкретно в атаках всяких, есть вот такой вот класс G-Damage.
Я бы, наверное, его бы base damage какой-нибудь сделал. И с ними работал. То есть отдельный класс расчета урона, чтобы был. И он занимался этими всеми историями. Он занимался всеми этими историями. Кстати, а по-хорошему не лучше было бы тогда в нем держать этот дэмэдж. И спидскилл тогда... А, нет, спидскилл нам надо для этого. Дэмэдж это для этого расчет идет. Сам дэмэдж в дэмэдж классе. Но это еще кучу классов создавать. Не, расчет это расчет. Он один и неповторимый. То есть у нас есть этот геймплей эффект. Он пустой. Он просто damage execution. Все, он больше ничего не делает. Он для выполнения существует. И все. Но хотелось бы его как бы по-человечески сделать. То есть создать отдельный класс. Это base damage. GE base damage тоже. От геймплей эффекта. Геймплей эффект. Геймплей эффект. Нифига не шарю в этой теме, но зашел. Здорово. Ничего страшного. Когда-то надо начинать шарить. Так, GE base дамаги. Base дамаги. Это будет у нас абстрактный класс. Base дамаги. Ну хорошо, допустим, мы его создали. Но подожди, я что-то сейчас запутался. Логика-то у нас там внутри прописана. Подожди, нет, я не уверен. Стоять, cancel. Логика сама, она-то у нас где? Calculation class, damage execution. А damage execution это кто? Это вот этот геймплей эффект. Вот он и есть, damage execution. Damage execution. Открой ко мне. Gameplay effect execution calculation. О как. То есть вот здесь это происходит. Да. Ну и у них разные эти будут. Но там дополнительные, правда. Или не. Ну да, кстати, damage, да, все отлично. Damage execution, хорошо. Все нам подходит. Base damage. Не подать. Все, создаем. Gameplay эффект. Ну, это так чисто, чтобы у нас там выборка была из этого, из того, что нам надо, а не из всего подряд. Потому что это прям, ну, напрягает. Не то, что мы это часто вводим, но просто разделить надо. Просто надо разделить на старте условном.
Так, вот это вот стырить я хочу. Так, и в 7. Надо, кстати, в гид все это засовывать. New classes. Реномес. Дюн реномес. Так, все, пуш. Так, а зачем я запускаюсь, если нам надо в самом этом изменить их? Значит, сейчас. Gbase. Да, магия. И он его сбросит везде. Надо вначале, чтобы он его не сбросил, отнаследовать, поэтому я и запускался, наверное. А потом уже делать, потому что если мы сделаем иначе, он все данные потеряет. Ибо он не будет соответствовать тому классу, и до свидания. Этот damage мы берем reparent, да, магия, base damage, оп. Все, это закрыть, это закрыть. Угу. Gbase damage. Сюда его вставить. И, кстати говоря, наверное, он сейчас ошибку выдаст. С вероятностью 100%, потому что мы его здесь используем. Нам надо его теперь подключать. Это, конечно, геймплей эффект. Вот это дизреспект за то, что нужно. Блин, я его назвал G, да? А там геймплей эффект. Ну, так исторически сложилось. Правильно, конечно, GE называть. Было бы то тоже. Так, где он тут ругается? Make ongoing damage. Damage.get default object. Нет. Не, подожди, ты же должен заапкастить его. Самостоятельно. Я тебя подключил. T-subclass of you gameplay effect ты принимаешь. Не заставляй меня кастовать. А зачем make ongoing gameplay effect spec? Мы с этого разве не можем вытащить? Что сегодня делаешь? Эй, да так, марафет навожу. Конечно, можно так сделать, но ты ему вообще никак не поможешь, потому что он хочет именно T-subclass. Да, это ему не помогает, ладно. Make ongoing gameplay spec. Gameplay spec handle. Емили скилл, подожди. А, я подключил тебя сюда. А, так я сюда не подключил. Сюда-то я его подключил, а туда-то я его не подключил. Вот в чем прикол.
Все он принимает, все с ним хорошо. Ой, на самом деле, знаете что, я так подумал. Ой, в баню. Вот и все у нас хорошо. А я там мучаюсь, что-то какую-то фигню творю. Все у нас хорошо, все у нас замечательно. Просто он обказ не может сделать, за то, что не понимает, что это такое. Если бы он знал, что это такое. Так, у нас не отвалилось? Нет, не отвалилось. Все отлично. Все, он здесь все помнит, все знает. Все хорошо. Единственное, я чего бы сделал, BP damage я бы сделал. Так вот. Ну и, соответственно, теперь здесь именно находится то, что нам надо, а не все подряд. Здорово, я думаю, да. Далее, что нам далее еще? Какой еще марафет можно навести? Можно марафет навести то, что когда он не требует, чтобы он не подсвечивал. То есть сейчас у нас что происходит? Мы когда наводим на... Давайте я сброшу наш сейф. Вот мы наводимся, да, у нас во-первых, подсвечивается то, что нам надо перед этим выучить. И нам еще подписывается то, что вот требование это Fury Health 0 из 1. Мы когда... ну, нельзя. Мы выучили на... мы ничего не выучили, потому что у нас скиллов нет, то надо скиллы дать нам. Ну, тут то же самое, то есть тут требуется 3 выучить, тут требуется 5 выучить, здесь требуется тоже 5, здесь тоже 5 требуется. Все требуют Fury Health. Мы кликаем один раз, здесь больше requirement нету. То есть и нам показывает, ну, они нам не показывают, и мы можем его выучить. Клик выучили, но он дальше подсвечивает. Ну, сейчас он не подсвечивает, потому что там все круто сделано, он отключает вообще делегат наведения. И сделать так, чтобы он не подсвечивал. Ну, в данном случае, вот, допустим, 3, да, он требует. Мы 3 выучили, он 3. Мы можем здесь учить, но он дальше продолжает подсвечивать. И убрать эту подсветку. Теперь вспомни, где это находится. Теперь вспомни, где это все находится. Ну, это виджеты, понятное дело. Talent Box Skill. Drag and Drop. Operation Widget Class. Не, это сам этот. О, да. О, да. Так, Level Selection, Selection With. Skill Bar, Skill Box, Slot for Skill. Stats Bar, Talent. Понятно. Небольшая игра с цифрами и требованиями. Да. Тихо, так не падать. Ну, перенеймы и всякие там. Так, Talent 3, он Talent Box Overed. Update Requirements Outline. Show or hide the requirements outline depending on hover state. Update Requirements Outline у нас запускается у этого товарища. КСТА. Игра на мобилке пойдет или как? Но я пока не делаю на мобиле. Пока PC, пока все туда.
Так, get style, normal outline setting be active. Он передает уже true или false. Он уже be overed. Дрова. Дрова. О, да, дрова. Что, у тебя сегодня настроение хорошее или плохое? Тебя драконить можно? Так. Вот здесь он проверяет его только по ключу. То есть если talent box этот, он просто true передает, что навелись. Если true передает, он подсвечивает. Никогда не драконь меня повторяющимися несмешными шутками. А откуда я знаю, смешные они или нет? Так, ну для тебя откуда я знаю, смешные они, не смешные? Так, нам надо здесь проверить его делаю. Неплохо, так нормально. У тебя как делы? Horror Talent. Тут начинается веселье, потому что он нифига не знает о... Нифига не знает о талантах. Текущем уровне того таланта. То есть, как он, подходящего уровня или неподходящего. Вот ты отнял у меня кота, а потом постоянно давил на это место. Думаешь, мне было В смысле я у тебя отнял кота? Я тебе 9 новых котов дал. А от того, которого на ты стригерился, я чуть потише сделал. Минус 3 децибела ему. 9 новых котов ему подарил. Он говорил, ты меня кота отнял. Скорее, как обычно. Но это хорошо, хоть норм. Норм это всегда норм. Надо было минус 300. Минус 300. Давай вначале 3 попробуем. Давай, если минус 3 будет. Словишь, минус 3 тоже будет. Я еще сделаю минус 3. Как тебе такой уговор? Так. Requirement key. Подожди, во-первых, почему я не по ссылке это делаю? Вот тут вот. Ну, около. Ок, все, договорились. Почему я не по ссылке это делаю? Я же его не меняю вроде бы. Зачем я здесь копию создаю? Это первый вариант. Это первый момент. Второй момент это то, каким образом нам придется сейчас получать его. Он должен здесь сделать. То есть, если requirement именно равен этому ключу. А вот, кстати, и тудушка, которую я оставил. А вот и тудушка, только сейчас заметил, которую я оставил вот как раз-таки проверку добавить. Да. Ну, погнали. Правда, ну, это будет очень интересная тудушка, задача. Потому что нам, как обычно, надо сейчас будет подключить миллион всего. Include main. Что main? Player main game instance. Save game, base save game. А можно где-то стырить? Кусочек можно стырить? С этими приколами всеми. Стри нету. Что он говорит? А чё он там говорил? Чё он такой недовольный?
ручками напишем, хорошо. If you main game instance Говорит, музыку убери. Да ладно, она и так тихая. Куда музыку убирать? Это как будто ее слышишь, и вообще там не слышно. Так, game instance. Game instance get game instance. Кстати, вот это вот не особо get, что делаю? А сколько новых котов ты уже выбил? Надо считать, чтобы понимать, сколько еще осталось. If этот, потом этот. Блин, он это в цикле получает. Это некрасиво. 2 талкинг, 3 попия. Слушай, а 10 подряд выбить разных, это ж легче стало. Это ж легче стало. Получается, 10 подряд выбить разных. Понимаешь? А вот всех выбить стало тяжелее. Так, get instance you you save game. Десять подряд разных стало слишком легко. Если у меня получится, как я себя буду чувствовать? Ну, победителем, я не знаю. А как? Мы вот так сделаем. Хотя на самом деле никак. У меня же эго по гидоне и чувства притуплены. Это как? Мы вот так сделаем, смотри. Чтобы это постоянно в цикле не шлепать много-много-много-много-много раз. Мы это вот так сделаем. И получается, вот здесь вот мы получим... А не, мы ничего не получим. Блин. Вот тут прикол в том, что... Подожди, дай подумать. Это психическое состояние, ну или невротическое. Справки нет, так что верь на слово. Понял. Тут есть проблема в том, что нам не каждому таланту вот эта вот фишка понадобится. Поэтому я ее сделаю здесь. Плюс будет как наживка для любителей поумничать. Сказать, что вот можно вынести. Ибо здесь так не получится. Отойду на минуты 10. Окей, давай. Потому что вот эта часть нам не всегда нужна будет. Она нам нужна только если у нас есть вот этот requirement talents. А дело в том, что его не факт, что он будет. Ну, их просто, они просто могут быть пустыми. То есть вот этот цикл вообще не выполняется в большинстве случаев. А если и выполняется, то там 1-2 раза. И нам как бы... Либо мы для каждого делаем его, но 1 раз он будет делаться, но для каждого, даже когда не надо. Либо дополнительную проверку делать, чтобы это делать, а потом все равно проверку делать, если вдруг мы его, ну, не прошло. Ну, короче. Поэтому оно будет здесь. И мы из сейвгейма достаем наши таланты. Get
Get. А чё get? Как они называют? О, я сейвгейм, я не тут сейвгейм получил. Ауф. You base save game. Я немножко не то получил. Вот так вот это должно быть. И теперь мы достаем get talents. Talent points. Get talent points. Это общак будет. Если что. Поэтому нет, немножко не то. Get talent points — это все таланты наши получить. Get skill slots, get abilities. Get abilities. Get abilities. И это еще один. Это не это наш этот. Поэтому мы можем сделать find ref. Find ref, чтобы лишнего ничего не было такого. И передать туда нашу talent box talent day, с которой мы сравниваем. Если по-хорошему бы это сделать здесь бы еще. Ну, не, все правильно, все по очереди идет. И если вот этот вот товарищ оказывается больше либо равен requirement talent.value, requirement.talent.value, вот это .value, если оказывается больше либо равен вот этому .value, то тогда break. А мы сделаем меньше. If меньше, то тогда вот эта часть выполняется. Как вам, а? Лесенка вообще кайфово. Как же я полюбил эти лесенки. Зато читается отлично. Четко понимаешь, что к чему идет. И легко дописывается вот здесь все, где надо и не надо. Да, вот так. Меньше value. То есть здесь он найдет текущий уровень этого таланта. Но если он не найдет, он вернет 0. Вообще его не найдет. В текущих талантах он его не найдет. Но это логично. Это 0, если он его не нашел. Если он нашел, вот там будет единица. Если это меньше, чем то, что требуется, то показать. Ну, подсветку включить. Если нет, то не включать подсветку. Знаешь, менее как-то страшно смотрелось. Мы вот так сделаем. Can only match one requirements. No need to keep checking. Разве у нас одна может подсвечиваться? А, мы в Talent Box. Ну да, все правильно. Мы же прерываем вот этот вот цикл. Да, все верно. Все тут четко. Так, ну давай посмотрим, работает, нет.
Все, я потерялся, что я делал. Так, смотрим. Работает, нет. Значит, мы наводимся. Все работает. Давай, для этого, для эксперимента. Чистим сейвы. Так. Теперь мы наводимся. У нас требуется 0 из 3. У нас 0 из 3, правильно, мы выучили. В Пинтересте поищи реф и короче и на доску накидай. Либо с ссылками, либо картинками. Я кое-что интереснее тебе покажу. Ну, я понял, короче, что-то надо по рефам. Хорошо. Я видел, ты там эту прислал, я потом, если не забуду. Ну, я в телеге видел, что ты написал, короче. Теперь ты понял, когда я говорил, что а ты догадайся, какой, что я имел в виду? Так, у нас 1 из 3 мы нажимаем, у нас 2 из 3 мы нажимаем, он больше не подсвечивает и не показывает. Все, здорово, здорово, все сделали, мы молодцы. Правда, походу там такой трэш творится, блин. А как сделать, чтобы красиво было? А никак. А вот буквально никак. А как вы сделали тултип возле курсора? Это комплексная история. Да, очень оригинальный ящик. Ну вот, я же говорил, что нагибатор 228 это супер понятно, как бы. В смысле, как я сделал тултип? В смысле, есть отдельный тултип у виджета любого. Вообще есть такое понятие, как tooltip. Ты там просто делаешь, вызываешь метод, функцию setTooltip, и туда передаешь виджет, который тебе надо. И вот он его назначает, и создает, и двигает возле курсора. То есть у тебя событие есть на наведение ты создаешь свой виджет, инициализируешь его, то есть добавляешь там все данные, которые надо, там создаешь его. И после этого set tooltip, и полетел этот виджет, который ты создал туда, и вот он работает. Как бы можно там на сколько, когда я его делал, стримов 5-6 назад, и я там его делал, можно посмотреть. Но это долго, я понимаю, это надо искать, где там я его делал, понять, что там вообще происходит. Так, в общем, у нас работает все. Вот этот хочет 3 из 5. Мы прокачиваем 4 из 5. Оп, все, нету. Все отлично. Теперь еще один марафет. Я хочу, чтобы у нас базовый класс был указан. То есть, скорее всего, сам кто? Его же не существует в этот момент. Мы нажали play. Мы нажали play. А чё он не ругается? Запомнил засранец, потому что надо перезапустить. Тогда он будет ругаться. Так, мы нажимаем play, нажимаем какую-то карту, он у нас все равно не ругается. Подожди. А с каких пор ты не ругаешься? Или надо прямо визуалку переключать? Где у нас наш game instance?
А что, так можно было? Или я даже этот сохраняю? Вообще надо сохранять, кстати, выбор персонажа. Да, его надо будет тогда восстанавливать в главном меню. По поводу того, что можно ли так, что я имел в виду? У нас есть где-то Game Instance, вот. И этот за страницу у нас скрыт. Loading screens. Это, наверное, для онлайна нужен этот. Что-то на будущее я там создал, походу. Из этой оперы, видимо. А эту душку, кстати, убрал из тултипа, а то я там сделал в этом 3. А тултип поставил. Надо по этим искать. Этот current level and max level verification, да, тултип-то надо, фу, эту душку убрать надо. Делить эту ду. Как вам нормальный этот комит? О, да. Что? Угу, есть. И вот здесь мы можем просто указать нашего пенайта. И у нас никогда не будет проблем с плеем. Но это шляпа. Ну, это не то, что шляпа, это все окей. Мы типа назначили, ему все хорошо. Есть стандартный, базовый, начальный. О, это Дендеракл, смотри какой. Это вот это он. Это, когда он того кота пустил, сразу этот кусаться начал. Так. Ты сказал ночь шляпа. Ночь шляпа? Нет. А что это такое ночь шляпа? А ты видел шляпу ночи? А кто это вообще? Не, я ничьи шляпы не видел. Ты меня сбил своими шляпами. А это разраб... Это разраб Миникрофта. Ну окей, я хз. Это который его продал? Вот этот вот чувак, который за 9 лярдов продал его, или сколько там было? Лярдов. или там лярды именно были. Main Game Instance. Нам надо по-хорошему этот выбор хранить здесь. И назначать его. Единственный минус, ну, не то что минус,
Это надо будет его вот здесь постоянно активировать. То есть, когда мы нажимаем на характер, открывается вот этот выбор персонажей. Да, продал конторе жадных ножек. Да, нормально все. Че они жадные? Хотя посмотрим, там же этот... как ее там? Алиша Шан, или как там, или Ариша, или как ее? Новая, которая по игровому отделению. Посмотрим, что она будет делать. Ну, я знаю, что она будет делать. Она будет пытаться бабло заработать на нас. На бедных игроках. Но посмотрим, короче. У них там Fable как раз выходит. А как, кстати, Fable, он же выходит там рядом с GTA. Они ничего не боятся, нормально им. А че, Фила Спенсера уволили? Добро пожаловать в сегодняшний день. Вы в каком году живете? А? Это же давно было, еще, по-моему, до Нового года было. Ты что, гонишь? Это прям очень давнешняя информация. Очень старая инфа. Да, Фабула сожрет. 6. Да, это 100%. Скорее всего, там будет дикий провал у нее. С учетом всех этих новостей про... Кто выходит же на плойку, а только потом будет на ПК. Но а какая разница? Инфополе-то все говорят о GTA, и тут рядом, прикинь, Fable выходит, которая с прогрессивными нотками. Как бы тут... еще GTA не факт, что будет без прогрессивных ноток. У меня что-то есть внутри, как-то, ну, как-то сидит внутри что-то такое вот. Ну, потому что я пессимист, но тем не менее. Будет плохо что-то GTA 6, что-то обосрется, мне кажется. Что ее так сильно расхайпили, что прям... А че, Трамп он не дожал? Ну, не знаю, я у него сегодня спрошу. Мы сегодня с ним встречаемся, вот я сегодня у него спрошу. Короче, мы должны нажимать и... ну да, нажимать он сохраняет, и потом, когда мы его снова открываем, он должен из сейва его восстановить. Ну, это если он первый раз создается. Будет что то, что другое. Ты говорил, что президент 51 гость стрелки перевел. Не, ну он переводил. Я говорил, ну. Авторитет. Короче, перевел, да не все ж поддаются под этот перевод. Коричневая кучка — это по поводу GTA? А что ты так думаешь? Мне кажется, потому что, вот, допустим, мое мнение, почему это будет шляпой. Потому что все перехайпили ее. Ну, то есть все ждут прям вот этой стандартной влажной истории, заходить в каждый дом, можно грабить караваны, можно то, можно все. Да. Можно первое, можно второе, там и на самолетах, и на катерах, и, короче, бизнесы, и шмизнесы, короче, открывать там. И понапридумывали себе, а в итоге будет, ну, то же самое, что и в 5-й GTA, то есть ни больше, ни меньше, может быть, с деталями от Red Dead Redemption. И вот этим люди будут недовольны. Вот это мое мнение, как все будет. И банально будут вопросы из разряда: вы на что потратили там какие-то условные триллиарда, вроде считали, они потратили, и кучу лет разработки. Также оно будет лагучее, скорее всего, оно будет еле-еле тянуться на этом. Ну как, не еле-еле, но будут свои приколы с оптимизацией, с графикой. Ну поначалу, опять же, патч первого дня, все дела, вот это вот. В том-то и дело, что будет то же самое и будет лагать все по-страшному. Ну вот да, вот то же самое, и мне кажется, люди будут этим недовольны. Хотя схавают. Вот эта вот история. Схавают. Чё и нет. Схавают, все схавают. Так, погнали, засейвим. А как мы это сделаем? Виджет, когда создает... Ну, это должен будет его в указателе хранить. А в указателе хранить вообще нормально? Нормально. В принципе, нормально.
Игроки не сховают. Сховает серая масса, которая слушает всех этих обзорщиков, которым ящики с баблом заносят. А, Фон в майнмену это объект или картинка с карты нормальной. Это стена. Да это я просто тестил, это стенка. Ну прям стена, именно стена. Стена это, на которой фонарик светит, все. Ну там нормально, да. Но там я так, там... Сейчас по поводу схавают, переключимся сейчас. Покажу свою великолепную этот материал свой. Все, такую шляпу какую-то сделал я и этот ГПТ мне рассказал, что куда подсоединить, и вот как бы и все. Но я стенка так, я просто баловался и решил сделать стенку поставить, ну, чтоб не этот было и все. Не в смысле, что так должно быть. А по поводу игроки не схавают серая масса, которая слушает всех этих обзорщиков, которым ящики с баблом заносят. Ну, наверное. Но это из разряда, вот, будет ли GTA успешная, заработает ли она бабло? Заработает. Будут ли ссаться все кипятком, рассказывать, какая же она великолепная? Будут. Будут ли при каких-то недостатках огромных, будь то или каких-то искать какие-то, а вы посмотрите, ну и что лагает? Ну это же GTA, ну и что? Ну и что то же самое, что пятая, а вы чего хотели? Пятая GTA и так прекрасно. Мол, и так идеально, что вы хотели? Ну, такие вещи будут, понятное дело. Но, в общем, все у нее будет хорошо. При любых раскладах у GTA все будет хорошо. Что я делал? Все, потерялся. Теперь нам надо, чтобы current character. Current character. Пикет. Выбранный. Как сказать, выбранный. Selected. Слово selected забыл. Selected character. Чё? Он не знает, что это такое? Тут понимаешь, в чем весь прикол? С каждой новой игрой все больше людей плюются в студии, которые AI делают, потому что денег за игру требует много, а ничего нового нет, и масса этих людей становится все больше. Еще раз, понимаешь, в чем прикол? С каждой новой игрой все больше людей плюются, наверное, да, вот так вот, плюются в студии, которые... я думал, что-то прутся. Плюются в студии, которые делают AI, потому что все игру требует много, ничего нового нет. Ну, да, классика, ну что, сколько, 80 баксов она будет стоить, или 70? Еще ж цену не говорили, сколько она будет стоить, ну, да. А вы еще про онлайн не забывайте, онлайн, скорее всего, будет отдельно. И попозже, поэтому за онлайн еще надо будет заплатить. И в онлайн, чтобы пойти в свой бабос сливать. Здравствуйте. Так, get selected character. А где можно связаться с вами? На стриме, в Дискорде. Там ссылка есть на группу, можно либо там в общак написать, либо в личку там написать. У меня, по-моему, стоит, что надо, чтобы что-то общее было, чтобы написать. Ну, можно вступить, написать и потом выйти. Это не какая-то такая обязаловка. Надо быть именно строго там всегда.
Ну так то можно связаться. А по каким вопросам? Что нужно? Характер. Ну а потом, если что-то важное, там можно... Я этот телеграм свой дам. Можно там будет связаться. Если уж что-то как-то по этим, да, подожди, что вы спамите? КД на котов. КД. Там 30 секунд. Так. А по каким вопросам все-таки можно узнать, связаться? Так, ретурн. Облом. Да подожди, уже можешь писать этот кота, уже КД, скорее всего, прошел. Облом. Давай, пиши быстро кота, пока Артмарис не успел написать. А, все, не успел. Я же говорил, когда прошел. Все, Артмарис быстрый, смотри какой. А этот Task Channel сидит так же и теперь недоволен. Тракс. Что такое Task? Тракс. Можно телеграм. А можно Телеграм, но как я сейчас на стриме, ну, произносить Телеграм свой, ну, извольте. Сейчас как начнут все писать. Это же все в записи останется. Зараза. Да. Самая быстрая рука на Диком Западе. Да-да-да. Вот. Ну я, ну как, ну вот, короче, Discord так, этот, Discord, да. Но если очень сильно подумать, если очень сильно, давайте так скажу, завуалированно, если очень сильно подумать, то мой Telegram можно очень легко додуматься и написать, вот так вот. Завуалированно я скажу. Ну, в общем, в Дискорде как-то так. Так, а можно узнать, она зачем? Зачем? Что? Может, вы пылесосы продаете? Мне пылесос не нужен. Ну, или принтеры там какие-нибудь. Мне это не надо, спасибо. Скиньте каталог свой. Зачем мне каталог пылесосов или принтеров? Не. Так, он делает ретурн этого. Также нам надо set сделать. Set selected. Set selected character. Void character. Тут ругаются на эти. Void set selected tier. Написал в ТГ. А что, получилось? О! Вы, однако, очень сообразительные. Дикпик прислал? Да, тут уже эти дикпики и пылесосы. Но если дикпики будут и пылесосы, ну и прочее, ну извольте. Тут мы как бы диалог дальше не продолжим. Так, хорошо. UD, player, character. D, player, character. D, player, character. Selected character. Тут все просто. Мы должны установить set D selected character равен D selected character. Тут все очень просто. Мы им не пользуемся, нам его подключать сюда, наверное, не стоит. В этом нет необходимости, мы ничего с него не тянем. А вот это вот нам надо сделать. Сейв после этого. Сейв нам надо сделать. Сейв нам надо сделать. Сейв.
сделали сейв. Знаете, как мы его сейчас проверим? А никак мы его не проверим, потому что мы его не устанавливаем. Это мы только инструмент сделали для записи. А теперь-то надо пойти в виджет, там, где мы эту всю шляпу выбираем. Вот у нас есть вот этот вот, это карточка персонажа. В ней клики всякие происходят. И у нас есть Character Selection. По-моему, вот этот покемон у нас всем этим занимается. Да, вот здесь это он ну, короче, эти все указатели делает. Хранит. И с помощью них создает эти штуки под названием виджет. Молодец. Character Selection. Character Entry. Так. Мгм. Что человек добавился и как-то это написал и все. И все. Подожди, мы посмотрим потом. Что это будет? Так, set selected character. Вот этот вот у нас на установку работает. И туточки та же самая история должна произойти. То есть мы должны сейв подтянуть. Player save game base save game if you base save game base save game просто save game да, get save instance. И дальше у нас set selected character. Да. Вот это так там уже происходит. Это мы осуждаем. И вот это мы сюда переносим тоже. Он там его устанавливает. По факту можно его и не устанавливать в этом. Не, лучше устанавливать в этом, чтобы лишнее не лезть туда. А вот это не так получится. Get save data. Get current save data, да. Есть, это мы установим. То есть это процесс установки происходит именно в entry. А теперь selection нам нужен. А знаете, что в selection? А в selection вот здесь он создает их создает. И он должен будет взять и спросить у текущего... А мы сделаем, наверное, красивее. Или мы ни черта не сделаем красивее. Подожди, где у нас game instance? Инициализация. Init. Вот он, init. Preload, postload. Подписались, load game сделали. И после load game мы, наверное, у save game. Load game. Вот этот load game, он нам при любых раскладах что-то сюда да и запишет, правильно? Неправильно. Поэтому мы проверим, если current save data, то DA current player character. Привет. Как думаешь, сильно тяжело мне будет перекатиться с Godot на Unreal, учитывая, что я неплохо знаю Java, но не со стороны геймдева? Да не будет. Я не знаю, насколько там логика отличается. Ну, допустим, именно в самой внутрянке. Просто я, допустим, врывался с
Ну так, слегка поверхностно у меня было по этому, по Роблоксу, и когда я в Unreal приходил, мне немножко сложновато было. Там немножко по-другому это все устроено. Но, в принципе, вкатился. Ну, а за счет того, что если ты знаешь Java, у тебя уже есть... Если на Godot ты что-то делал, именно что-то нормально такое весом, не просто там по гайдам повторялку, а именно вот прям что-то делал, то проблем особых не должно возникнуть. Проблем особых не должно возникнуть. Current DA-player character, просто DA-player character. Current save data get selected character. Мы ему назначим сразу при инициализации, то есть он ее достанет с сейва. Он уже там есть. И, соответственно, когда вот этот виджет будет создаваться, он может из гейм инстанса достать эту все. Я просто смотрю сейчас и вижу, что синтаксис не очень Java напоминает. Но это плюсы в контексте Unreal, поэтому, наверное, я не знаю, я с Java не игрался, там у Denderacle есть, который игрался. Но это C++, да. Но и вкатываться лучше с блюпринтов. Это S. С блюпринтов лучше вкатываться. Там понять вообще, как движок вообще, что он из себя представляет. То есть, как, что такое там акторы, как они там взаимодействуют там с тем, с этим, персонаж, не персонаж. То есть, вот эту хотя бы базовую историю понять. Как там, ну, на очень интенсиве можно там за день, за два это все быстренько пройтись по всяким там гайдам на ютубе, на этом, и в плюсы вкатываться. Ну, это если есть опыт в других движках и в языках программирования, естественно. Ну и плюсы надо понимать. Я не знаю, насколько Java и плюсы, они прям, наверное, не особо они руку, ну, типа, рука об руку идут. Различия приличные, наверное. Но я с Java не игрался, я без понятия. Это он, если кто-то игрался, то он скажет там, как... Когда мы вот эту вот штуку создаем, нам надо вот в этом entry, у нас есть такой метод setSelectedMod. Он тянется наверх, он у этого находится. Ой, какая красота, он у нас паблик, вообще песня. Мы должны проверить, сравнить, если вот этот вот товарищ, и Спасибо вот это вот товарищ, да, пожалуйста, всегда рад помочь, обращайся. Get selected character, да, вот так вот это должно быть, но люди, да, вот так. Но, естественно, мы здесь сделаем еще одну проверку. If ну, там указатель я не поставил, поэтому он ругается. Так, вот так сделаем. Если вот этот равен этому... Вот так вот. Set selected mod ставим true ему. Насчет вот этого. Вот это вот вызывает все равно cast и get game instance. То есть, как бы так проще, но минус optimization, поэтому мы сами сделаем это. You main game instance. Сделаем там пару тактов процессору, сохраним. И все. И все.
Помни, что я делал. Сейф надо очистить, чтобы у нас все было по-честному. Clear safe. Все, мы это закрываем. У нас clear safe произошел. Если мы нажмем характер, у нас сейчас первый должен будет выбран быть, потому что мы его указали в game инстансе. То есть сейва у нас нету, но в game инстансе у нас указан этот покемон. Прикольно. Если он равен у этого и у этого. Давай еще раз. Открываем. Game Instance он получил его. Здесь Day и Night. Здесь, а ну, малыш, давай, пойди, ты поотдыхай. И все, и в помоечку. Так, хорошо, допустим. Ну, второй, понятно, что не сработал. Блин, он 2 раза это получает. Game Instance. Из-за фора Game Instance вытащить бы его. Да, лучше Game Instance записать и вытащить. Сейчас мы это все сделаем. Хорошо, допустим, а если я выбрал его? Он уже должен был сохранить. Мы это закроем. Мы нажмем play. Он там 0 поинтер ставит. Он его переназначает. Вот это вообще не имеет смысла, то, что мы тут написали. И вот теперь, когда мы сделали, вот теперь он все сделал, все верно. Я понял, почему там не работало. Только где мое красивое... Ух. Вот это вот где мое. Character selected, bin character selected. Set selected mode. Для всех делает false. Set selected mode. А для этого он делает true. Подожди, а может быть такое, что вот так вот надо сделать в начале? Нет, давай вообще полностью все переделаем. Ну, не полностью, но переделаем. Скролл вот тут вот. Здесь вот сделаем вот так. И все, и не трогаем. А вот здесь вот сделаем вот так. Вот так мы сделаем. Но тут нам никуда от перепроверок по несколько раз не деться, потому что нам нужно только в этом случае. Нам не надо все крашить. Если там 0 поинтер. Ну и что? Ну 0 поинтер, ну и фиг с ним. Ну не поставишь ты selected mode. Вообще пофигу, если game instance не получился каким-то образом. Но если он не получился, это вообще тогда беда. И это что-то сломалось прям очень плохо это. Но не смертельно. Хорошо. А почему он не отобразился? Ну, скорее всего, может быть, но это не точно из-за того, что мы его после добавили, точнее, перед добавили добавлением в этот scrollbox. А может быть и потому что по-другому, потому что
Set selected mode. Ну давай breakpoint поставим. И посмотрим, что там внутри происходит. Я F10 нажал. А, все работает. Вот, все работает. Все отлично. Все, давай. Breakpoint убираем. Да, надо было после его ставить того, как мы его добавляем. И все у нас как бы работает. То есть выбран наш Knight. Естественно, теперь если мы сделаем тест характер, закроем, нажмем play, характер, у нас тест характер. То есть сделали сохранение на выбранного персонажа. А если он будет не выбран, то вот это вот до одного места теперь, так как мы его с сейва тянем. И вот тут самое интересное, что именно в сейве надо задать базовый. То есть вот этот вот остается сам по себе, он остается. Единственное, что мы его немножко перенесем, вернем на место, на родину, так сказать. А в сейве, а вот с сейвом тут такая история, что а он существует? Он вообще существует у нас как кто-то? Какой-нибудь там сейв, допустим, сейв. Так его не существует. Я чисто этот блюпринтовой версии не существует. Мы не можем сюда указать ничего. Как быть? Как быть? Можно сфоросить его по поводу нульпоинтера. Я понял, как можно быть. Смотри. Вот здесь мы можем спокойно сделать еще парочку проверок. То есть, допустим, если у нас списка нету. Тогда возвращаем обратно вот эту историю и спрашиваем буквально, если вот этот вот есть, то вот этот вот, если его нету, то мы ничего не должны делать. Подожди, selected character. If вот это вот, то вот это вот. Соответственно, вот это вот сюда вот. И мы молодцы. Такая вот история. Тогда он не будет скипать его. Ну, он в сейве, конечно, его не будет, но из сейва он его не тянет. Он его тянет всегда там. По-хорошему бы сделать назначение. То есть взять, сделать такую. Если он else, то current... А, подожди, что else? Блин, тогда в обратку. Так, все будет делаться. И так 10 лет сидеть примерно? Ну да. Если бы за это бабло еще платили, вообще 20 и 30, так можно сидеть вечно. Пока есть жопа, чтобы на ней сидеть. Так, это мы назначаем. Если нет, то current save data set selected character d character. Вот так вот мы сделаем. Вот.
Так, чистим сейвы. Вот теперь он назначил, все отлично, все работает у нас. Все. Сделали, молодцы мы. Все сохраняется, все прекрасно, все чудесно. Ну, скиллов у него нет, у него там пусто со скиллами. Их-то мы не делали. Ну, слушайте, мы сегодня нормально, такие по мелочи вроде бы, но много чего починили, много чего такие марафет навели. Да, успокойся, дай очки мне. Да, в тултипе поигрались здесь, поигрались со статами, поигрались с всякими там делегатами, кучу классов поудаляли, кучу классов посоздавали, кучу всего осознали, кучу всего сделали. Я бы еще одну, конечно, фишечку бы сделал. Сейчас мы ее сделаем. Все, максимум вкачали скилл, надо не забыть выучить, что без скилла как-то грустно. Да, давай армор. Качаем. Так, знаете, какую фишку я бы сделал? Я бы вот эту вот фишку сделал бы по-другому. Ну, визуально ничего не изменится. Вообще ничего не изменится визуально. Но там сделано через одно место. И надо сделать по-нормальному, по-человеческому. Открываем WebPlayer HUD. Это мы все закроем. Это тоже мы закроем. И вот тут мы все изменим. Так. Update game time. Вот тут он задает вот эти штучки, все дрючки, а надо будет сделать, чтобы один текст-блок был. Потому что у нас их 3 там. Так дело не делается. Таймер. TB-таймер должен быть. Чтобы у нас ничего не отвалилось. И все равно это перезапускать закроем. Сейчас это сделаем, и на сегодня мы закончим. Так. TB... таймер. TB таймер. Да, пожалуйста, T-Object. Потом нам надо несколько F-текстов по-хорошему. Блин, они U-property должны быть. Вообще не обязательно они U-property. А вообще обязательно они не обязательно U-property должны быть. Мы здесь все можем указать. Тогда мы можем их вообще сразу вручную указать. Там это единожды сделать и все. Ну да. Все вообще легко и просто. TB таймер. И как мы делаем? Мы вносим сюда F-текст, формат. И что он сюда принимает? Он принимает сюда F-текст формат и аргументы вот эти вот. То есть, который отформатировать текст, и аргументы он принимает сюда. Аргументы он принимает текст, который отформатировать, и аргументы. Game time min, game time. Ага, то есть он в любом случае его будет вызывать и форматировать. Хорошо, тогда вот этот товарищ у нас уезжает сюда. При любых раскладах это происходит. Первое, что мы передаем, это F-текст. String даже передадим. Что сейчас сделал?
Hour, потом Минутис. Минутис, потом... Он же все испортит, это. То есть нам постоянно заполнять их надо будет. Ну, давай сделаем сейчас секундс. Секундс. Так, но не совсем еще так, потому что тут запятая идет и args. F format order arguments. F format named arguments. Угу. Помнить бы еще, как я там это все делал. Давай сразу в этот зайдем. Там, по-моему, я его собирал. Там это где? Здесь. Format named arguments. Создаем его. И формат он передает именно description. Ну да, формат, все правильно. Точнее, add, вот здесь в аргументы он залетает. Текст. Текст залетает. И залетают данные. Текст, который изменить. Текст, который заменить. То есть это базовый текст, вот этот, который мы создали. Это ключ. Это ключ залетает, балбес. Это ключ залетает. Args, текст, hour, да, вот такая вот сюда фигня должна быть. Сюда мы передаем args. Но тут нужно именно f-текст. From string какой-нибудь сделать. А вот здесь set timer, set text. Set text. Вот такая вот машина-махина должна быть. Ну и получается, вот это вот нам здесь не надо. И самое интересное, что мы не можем это сунуть при такой записи в ту штуку. Он будет постоянно это делать. А всунуть мы это не можем по той причине, что он... что иначе он не заменит, и там будут вот эти вот скобочки стоять. Да. И поэтому придется постоянно это делать. Так, мы это пока не удаляем, вот эти вот этих покемонов. Сек min hour. Может его переименовать сек min hour. Hour min сек min. Вот так вот сделаем.
Спускаемся. Не, мы не можем запуститься, нам это нужно подправить. Че он хочет, как я там его назвал? TB таймер. Мы вот этот скопируем покемона. Назовем ее вот таймер. TB таймер, вот. Он у нас по центру должен быть строго. И все. А вот этих вот ребят мы пока что сделаем их невидимыми. Зачем я их выделил все? Сделаем невидимыми их. И запустимся, и посмотрим, как оно работает. Оно работает великолепно, потому что я их скрыл. Я их скрыл здесь. Я их скрыл здесь. Я их не скрывал там. Это здесь надо сделать. Вот. Hidden. Collapsed, чтобы они не мешали. Оно есть контакт, все работает. Единственное, что он дрочится. То есть, когда он переходит в 18, он съезжает. За счет того, что центр у нас... Оп. И всех этих подвинулся. Соответственно, он будет, значит, дрочкой заниматься. Туда-сюда. Чтобы он этого не делал, скорее всего, фил надо поставить. А не центр вот этому товарищу. Ну, вот эту вот фигню, короче, надо поставить. Horizontal alignment, растянуться. А может быть даже и фил. Все равно один там. Жух. Не, ничего не сделаешь. Потому что сам этот... сделаешь. Подожди. Чё это я фигней страдаю. Вот здесь он анхар, правильно? Правильно. И вот size to content убрать. Просто-напросто. И дать ему, как бы, растянуть его ручками. Сейчас мы вот это вот все уберем. Правда, если мы это уберем, у нас не запустится. Надо будет перезапускать его. Давай перезапустим. И сейчас мы там ручками, короче, кое-что поделаем. Ручками. Там настроим. И, в принципе, все отлично. Кстати, можно было не в string, а текст использовать. Лучше, наверное, просто текст прописать, а не в string. Сам там разберется. Падать. Вот, у нас эта штука есть. Мы вот так сделаем. Наоборот, слева надо сделать. Так вот, как раз таки... Ну, кстати, да, мне Horizontal Box этот нафиг теперь не нужен. Ну да. Тут согласен. Вот из-за тебя теперь вот эту вот позицию настраивать. Так, 0,5. Вниз сюда. Ну, здесь по нулям. Файл. В смысле, я же перезапустил. Или я не перезапустил? Я перезапустил, но я не поудалял их. TB hour min seconds. Вот это вот. Ну, памяти кучу освободили. Конечно, это напряжнее стало, потому что ему нужно постоянно формат это делать. Там он бегает по нему, это прям беда. Он же там построчно это делает. Посимвольно, точнее, не построчно. Поэтому
Видишь, там беда. Так, ну и что? Хорошо, я сделал это. И чё? Size to content. Но он же все равно будет или не будет. Если на 0 вот этот. Надо задать ему 0 точек вот этот. Он все равно, видишь, он его смещает. Потому что центр перестает. Значит, не size to content. Надо убрать size to content. То есть оставить его ровным. И вот здесь вот задать именно 0. Пробел двоеточие 0. Пробел двоеточие 0. Взять его так вот сделать. Отцентровать его по этому. Давай, 60, мало 62 все-таки. Все, 62 по центру. Position 0, здесь 47, здесь alignment есть. У самого текста нет свойства выравнивания в appearance. Так есть же, мы же сделали. Ну сейчас посмотрим appearance вот это. 7, 8, 9. Ну вот все, вопрос как бы решен. Таким элегантным способом. Не, подожди. Вот так вот. Вжух, сбрили всех. Health regen. Ждем КД. Бегаем. Оп. Вжух. А, тебе не по центру надо, а чтобы не дергалось. Да, по центру, ну, я тебя умоляю. Естественно, по центру тут этот есть. Анхар настроил, и все, он по центру как бы. Просто он, когда добавлялось этот, он смещался за счет как раз-таки того, что он, ну, берет сайз и по центру его всегда подставляет. То есть сайз стал больше в одной стороне, значит, он надо подвинуть. И поэтому там вот эта штука происходила. Так, давай, знаешь что? Давай мы critical шанс. Нет, давай мы evasion увеличим и себе, и врагам. Вжух. Вжух, сбрили всех. Блин, ну хп им нельзя повышать. ХП это вообще забей. Такой забей хп им повышать. Давай им лучше evasion повысим. Вжух. 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 Себе армор повысим. О! Вжух. Player and enemy armor минус. Critical chance. Player and enemy Как будто strength. по-хорошему сделать выравнивание по центру, просто шрифт моноширинный. Так оно и так по центру. Время и так по центру стоит. Что еще там выравнивать? Вжух. Видели? У нас evade был. Вжух. Какой скилл прикольный, Сейчас по левому краю текст выравнивается. В смысле по левому текст? Сейчас текст по центру. Ну, на относительно экрана по центру. Вжух. Чувак уклонился, видали? Game over. А, тот же код. Понял. Вжух. Давай им еще evasion прокачаем. Они вообще мазать вовсю. Блок текста по центру, а текст в блоке по левому краю. Ты же понимаешь. В этом смысле. Пуй. Ща разберемся. Вжух. Стамина реген, геймплеер, мана реген. Давай мана реген возьмем. Правда, у нас не то, чтобы она сильно тратится от этого скилла. Стамина нам не надо. Ману макс нам не надо. Давай реген возьмем. Вжух. Вжух. О, промазали, видали? Обец уклонился. Оп. Вжух, сбрили.
Так, increase player and enemy health regen. Можно и себе, и этому поднять. Можно accuracy поменьше сделать, чтобы они по нам меньше попадали, и мы по ним будем меньше попадать. А можно силу уменьшить, чтобы урона меньше наносили, и они, и мы. Давай accuracy похерим. 95% базовая. 75 не особо сильно повлияет. Enemy health. Блин, ну давай enemy. Блин, не хочу я enemy health. Evasion. Подожди, а у нас сломалось отображение? Че он не подтягивает его? У нас сразу не должно быть сейчас больше написано. Надо левел, короче, писать им. Здесь левел надо выводить. Давай им силу повысим. А, опять сломалось, смотри, опять эта фигня. Он скиллы перестал юзать. А ну, подожди, давай как раз сейчас поймем, почему он скиллы перестал юзать. Gameplay эффект. Call to scale, скелетон. Apply gameplay effect to self called by. Но это он вызывает, там он не схлопывает, потому что это короче, это Гест нам в логах говорит, что нет такого эффекта. Если я все правильно понял. Ну где персонаж? Где мы тут юзаем скилл? Давай пошагово пройдемся, посмотрим, что он скилл не хочет юзать. Так, try activate ability. Ability есть. А в Эпити есть структура Тимисон или вроде того. Для хранения длительности как тип. Для хранения длительности как тип. Ну ты флот обычно используешь, не? Ну или там int. Так, вот мы единичку используем. Вот его handle. Так, 10. А, он его не использует, ты понял? То есть по каким причинам? А ну, малыш, давай попробуй отгадай. Ну ладно. Фиг с вами. Давай это закроем. Хорошо. Так, говорилось о том, что сам текст не по центру. Подожди, в смысле не по центру? Как мы его настраиваем, чтобы он по центру был? Ну, по центру. И, ну, как он по центру? Но, блин, я не знаю, как это объяснить. Он по центру, но не по центру. А, вот это вот, наверное, по центру. Line text center, наверное, вот это вот имелось в виду. Больше тут никаких приколов нет. Shift надо будет искать. Возможно, и пофиг. Сейчас дергаться будет. Так оно не дергается. В смысле? В смысле будет, оно не дергается. Вот 0, 1, 2, 3. Сам этот не дергается, что он строго по центру. Вот мышку наводим, смотрим. Я сейчас помру так, но мы двигаемся. Хорошо. А ты Я сейчас дам больно. В смысле? Это все потому, что я по центру поставил эту фигню. Не надо его по центру ставить. Все. Вот так вот оно должно быть. Все. Давай смотрим сейчас. У тебя уже моноширный. Вот так вот. Я не знаю, что такое же моноширные какие-то. Вот, теперь не дернулся. Все отлично. Но, правда, когда вот здесь вот две появится, естественно, он вот эту вот отодвинет в ту сторону. Чпок туда. Ну, короче, мне сейчас это так важно. Вот прям так важно, что потом шрифт как-то дергается, не дергается. Вот прям
первая необходимость, так сказать. Так может добавлять 0, чтобы было 0,2 сек, а не просто 2. Может быть, может быть. Все может быть. Так, ладно. В общем, на сегодня все. Куча всего поисправлено. Еще столько всего делать, столько всего делать. С вот этим багом, я не знаю, как он там оказывается без какие-то он фишки ловит, блин, и Interactive Ability не сработает. Да, чуть-чуть так, чуть-чуть. Ну, ты же понимаешь, это как бы далеко не первая необходимость что-то морочиться, думать об этом. Я сделал вот эту штуку, она работает, и все. В общем, непонятно, почему вот эта фигня. Ну, там, вероятнее всего, так, как я и думал. Надо смотреть, как он там их, что он там их, почему он их там не возвращает обратно, непонятно. Ну ладно, еще раз. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, там ссылка в описании. И всем пока. Всем пока, я домой.